Поприветствуйте товарищи, которые полностью ответственны за разработку этой игры. Я даже вас выведу на экран. И давайте тогда познакомимся сразу с аудиторией. Для тех, кто вдруг не знает, начнем тогда с Сереги. Сергей, вам слово. Да, всех приветствую. Я Серега Кузьмин, основатель проекта, и получается, что автор идеи. Так, теперь давай следующий. Да, всем привет. Меня зовут Никита Хилетин. Я один из кофаундеров проекта и внутренний продюсер проекта. Отлично. Так, и смотрите, я собирал вопросы значит, у нас был опрос моих чуваков из телеги, я посмотрел какие-то отдельные источники, так сказать, Дискорда и все остальное, собрал самые назревшие вопросы, мы их объединили я объединил их, в принципе, в один пак, чтобы задать по порядку. Это я объясняю для чата, потому что если вам сейчас покажется, что я что-то не то спросил, это просто порядок такой. Поверьте мне, я сейчас практически все, что хотели вы спросить, я спрошу. В дальнейшем, как только я все свои вопросы задам, мы будем выбирать какие-то хорошие, или нехорошие вопросы из чата. И, соответственно, если кто-то что-то донатом закинет, мы тоже разберемся. Поэтому давайте не будем медлить, перейдем сразу к моему великому списку вопросов. И начнем, наверное, с самого простого, по порядку, как я и говорил. У нас, значит, давайте начнем с того, что мы пережили за все это время. Какой был релиз, что мы пережили, какие сложности были на релизе. Давайте с самого начала по порядку. Так, каким был релиз? Во-первых, для большинства из нас это был первый релиз в нашей жизни, поэтому, наверное, он был хорошим, конечно же. Из положительного онлайн на пике был 50 тысяч человек. Это вдвое, если не втрое, превышало количество, на которое мы рассчитывали на всем протяжении разработки. Конечно, усложнила жизнь нам фильтрация трафика и достаточно объемные блокировки. И обидно, что пришлось резко разворачивать СНГ окружению, пришлось уделять внимание, ресурсы, в каком-то смысле отвлекаться от разработки на то, чтобы большая часть нашей аудитории, конечно, мы пытались это платить как можно больше людей, чтобы они получали игровой опыт именно такой, как мы хотели, чтобы они не зависали во время выпуска карты, не зависали во время логина в игру и тому подобное. Так, единственное, что прям секундочку перебью, можно тогда попросить одного замутить, там эхо возникает, у кого-то кто-то на колонку у нас. Все, спасибо. Что еще добавить? Конечно, был страх, что сервера не выдержат онлайна, не сдюжат, потому что у нас уже был опыт первого ОБТ и второго, и в обоих случаях результат был один и тот же. Онлайн был таким, что сервера откисали, но в этот раз, надо отдать должное, сервера выдержали 50 тысяч, так что мои ощущения такие. Угу. Тогда следующий вопрос сразу. Выглядело это так, что вы как будто реально потом налутали денег, там, я не знаю, уехали на Мальдивы, там произошло все что угодно, но вы как будто не игрой занимались, поэтому такой же вопрос, чем вы занимались после релиза, то есть какой основной шаг был, чем вы занимались именно на релизе? Да, на самом деле никаких Мальдив не было, к сожалению. Очень хотелось бы, но до сих пор, уже декабрь, да, я еще не был на Мальдивах. Супруга спрашивает, когда же поедем, все еще работаем усердно. На самом деле релиз был прям горячий, то есть Серега уже сказал про фильтрацию, блокировки, которые случились буквально там за несколько дней до релиза, и нам пришлось вообще резко, вместо того, чтобы там донастраивать какие-то последние вещи, да, заниматься вещами, которые не были абсолютно запланированы, которые нам, срочно надо было решать, потому что ситуация выглядела практически катастрофической. То есть это был, скажем так, первый пожар, и потом я называю это, что мы были пожарной командой. То есть у нас мы тушили один пожар за другим. То есть
у нас была куча проблем с утечками памяти, с различными проблемами с бэкэндом. То есть, да, по сравнению там с первой бетой и со второй бетой мы круто справились, да, действительно наш бэк выдержал, то есть любой... И притом вот 50к онлайн — это не потолок. Мы поняли, что это не потолок, мы, в общем-то, можем выдержать, да, любой онлайн. Ну, то есть те изменения по архитектуре, которые мы делали вот там столько лет спустя первой и второй беты, ну, спустя первой беты, как мы принципиально поменяли подход, да, и все переделали практически с нуля во время уже, когда это было сделано, оно сработало реально. Но все равно были какие-то косяки, были ошибки, и все допиливали вот в лайф-режиме уже на релизе, да, и тушили пожары. Я думаю, что по объему, да, ну, это огромная работа была. Вот. Плюс были те вещи, которые мы вообще не... у нас не было выделено на это ресурсов, да, то есть какие-то вещи, например, у нас не было админки. То есть эту админку мы сделали уже после релиза. А почему мы ее не сделали до? Да потому что, ну, это же что-то, что вроде как и так работает. Через Postman мы там какие-то запросики отправляем, и все. Но это огромная была... Ну, это стало проблемой после релиза. Поэтому вот делали админку, допиливали бэк. Короче, это вот то, чем мы занимались после релиза, там, первые, наверное, 2-3 месяца, один пожар за другим. Да, и шланг-то, кстати, был дырявый. Ты затыкаешь одну дырку, и вода начинает течь через другую. И так по кругу. Так, ну тогда не отрываясь, значит, от того, что мы вспоминаем релиз, на релизе была абсолютно другая еще проблема, основная, я считаю, потому что там большой процент игроков на релизе сталкивался с тем, что было много читеров во время игры. Вот, наверное, такой вопрос, а античит вообще был, он работал, или что с ним было, и почему так много читеров было? Так, ну давайте Античит был. Попробую ответить тоже на ваш вопрос. Да, действительно, античит был. У нас была ставка на свой внутренний самописный античит. Тем не менее, это была одна из наших ошибок, совершенных в процессе разработки. Но надо отдать должное, он способствовал бану достаточно большого количества читеров, но в общем это как, я не знаю, тушить паническую атаку глицином. И здесь нужно отметить дополнительно, что началась охота на ведьм. Даже у меня, у человека, который до релиза играл там в районе 1002 часов, было ощущение, что против меня играет читер. Потому что та ситуация, которую я упомянул в начале разговора касательно блокировок, она приводила к таким ощущениям во время игры, как будто против тебя читер. То есть юниты телепортировались из одной точки карты в другую. Также был баг у нас с посадкой пехоты. Пехота появлялась из ниоткуда в тот момент, когда она у игрока далеко высаживалась на ящике. Соответственно, в общем и целом это подогревало атмосферу, началась реальная охота на ведьм. Допускаю, что это осложнило ситуацию с читерами. Особенно такой момент, что у нас не было повтора. Особенно такой момент, что у нас не было режима наблюдателя, да, в кастомном лобби. И, соответственно, все, до сих пор инструменты, какие у нас есть, это запись экрана. То есть запись экрана через Steam, она помогает при возникновении каких-то вопросов отмотать и разобрать конкретный момент. С моей стороны вот так. Так, есть что еще добавить? Да, на самом деле, как если summary, да, дать, что античит был, он был эффективный против тех, там, cheat engine, ArtMoney, да, вот эти вот все базовые штуки. Он их ловил успешно, выдавал баны успешно, но против каких-то более комплексных вещей, да, он не работал. Плюсом
было очень большой информационный такой разогрев на тему количества читеров. То есть, на самом деле, читеров было гораздо меньше, чем было багов, которые выглядели абсолютно так же, как читы. Вот это проблема. То есть разогрев на тему огромного количества читеров и баги неткода, да, которые притом потом были пофикшены, соответственно, вот привело к такой ситуации. Ну, то есть, если мы говорим о каких-то чит-энджинах и прочее, то есть, все-таки, ну, это преувеличение было. То есть, нельзя было просто так его поставить и играть песню. Конечно. Ну, Нет, это самый нет. главный миф о том, что, в принципе, каждый первый об этом говорил, хотя что-то подтверждения я так и не находил. Слушай, да. играть-то было можно, но очень недолго. Ну, понятно. От одной катки. Так, ну давайте тогда, что тут еще можно сразу, от одного из худшего вопроса к еще более худшему сразу, то что разработчики здесь, мы можем задать любой вопрос, и слава богу, мы его сейчас можем задать прямо в прямом эфире. Есть такая больная тема, как ревью-бомбинг, который начался со стороны китайского комьюнити, и вот какие-то были на то причины, мне хотелось бы какие-то комментарии по поводу всей этой ситуации от самих разработчиков получить. Это была наша ошибка. Это была человеческий фактор был. Соответственно, основные причины того бана – это использование смурф-аккаунтов и весьма подозрительная статистика в нашем античите и массовые жалобы юзеров. Это, соответственно, был тот наш урок, после которого мы ввели жесткие правила по выдаче бана. Мы не баним без стопроцентного доказательства. То есть доказательства были косвенные. Мы видели косвенно, что люди хулиганили, но прямого доказательства у того случая не было. Соответственно, человек принял решение забанить. Выглядело это все отвратительно. Тут, конечно, искренне прошу прощения у дорогого китайского комьюнити, но факт остается фактом. Было. Так, ну главное, да, признать, наверное, проблему, она была, видимо. Давайте я прямо сейчас под натиском чата, прям на 2 секунды, поставлю этот Барбарис на, на то, чтобы он тут вращался у нас. Смотрите, чтобы его не занерфили, пока я здесь его ставлю. Подожди, мне надо не сюда. Сейчас, секундочку. Мне надо откопать Барбарис, чтобы чат успокоился, иначе мы вопросов не увидим. Я его сразу в лучшем виде размещу. Все, готово. Барбарис на месте. Так, давайте тогда вернемся. Я вот забыл еще про... Если мы говорили про античит, вопрос тогда такой. Вот появился, внедрили Easy античит. Теперь все начали, ну не все, какая-то масса людей начала жаловаться, что там после того, как его ввели, появились фризы, проблемы с соединением, и связано ли это вообще тогда? Вопрос такой. Связано ли это с античитом? Да, действительно, это было... Там несколько руткозов мы нашли, вот корневых причин этой проблемы. Одна причина была косвенная, вторая причина там была прямая. Мы потратили, ну, реально очень большое количество ресурсов на то, чтобы все эти проблемы пофиксить, и они сейчас пофикшены. Вот с последним патчем все должно... Ну, мы не получаем подтверждения того, что эта проблема как-то вернулась. Поэтому я считаю, что мы справились с Easy античитом. Это такой важный шаг для проекта с точки зрения будущего, да, там это важно будет для проведения турниров, ну и в целом для повышения качества и надежности. То есть Easy античит, он работает плюсом к нашему оригинальному античиту, то есть наш античит никто не отключал, он работает, и у нас перекрываются, то есть что-то можно поймать Easy античитом, что-то может там обойти. Короче, это такая комплексная система защиты от читеров, и, ну, сейчас, чтобы... Ну, это сложно. То есть читерить, наверное, возможно, но это крайне сложно, и мы все равно не будем останавливаться, да, на том, чтобы развивать борьбу с читерами, развивать борьбу за честную игру. Вот. Массового читерства точно мы не ожидаем. Такого, какое оно было там на релизе, если это можно, конечно, назвать массовым. Ну смотри, если
античит не связан с тем, что там что-то не так с неткодом. Тогда давай сразу следующий вопрос. Если вот сейчас есть какие-то жалобы на неткод и вообще в целом с какую-то сетевую часть проекта, с этим что-то сейчас происходит? Вы что-то с этим делаете или уже делали? Или это останется как есть, и это проблема движка или еще что-то? Вот хотелось бы тоже комментарий услышать. Неткод — это один из важных вопросов сейчас, вот, который задаю. Наверное, тут, как-то надо раскрыть все, вот, всю работу, которая должна происходить или происходит уже. Ну, как я уже говорил, по неткоду, по бэку, да, бэкэнд — это вот серверная часть проекта, которая живет где-то там, ей разработчики занимаются, это наши сервера. Работу мы не прекращали вообще весь там период разработки. И в том числе после релиза было пофикшено невероятное количество багов, да, но все еще мы продолжаем работать над этим. То есть я бы тут разделил на две такие глобальные составляющие. Первая — это, скажем так, обзовем ее метовая часть сетевого взаимодействия. Вторая — это геймплейная. То есть геймплейная — это вот то, что у вас происходит в катке. Как летают самолеты, как летают ракеты, как юниты наносят дамаг и так далее. Да, это все у нас живет на гейм-серверах. А есть еще метовая часть. Это то, что все взаимодействие между игроками, лобби, получение матчмейкинг и так далее. То есть вот все, что вне игры. И вот здесь вот на самом деле у нас есть одна из наибольшая боль наших игроков — это не подключение в катку. То есть кто-то не подключается в катку, и из-за этого матч отменяется. И это вызывает фрустрацию, абсолютно понятную. Но причин у этого несколько, да. Бывает, были баги, которые уже пофикшены все. Но есть также тот момент, что сейчас с блокировками, которые в разных странах существуют, это и Россия, и Турция, Китай, подпадают как бы те сервера, которые не хостят, или они когда-то могли иметь отношение какое-то к запрещенным там ресурсам, да, и у игроков не получается до них достучаться. И вот этот вот момент, они не достучались, они не подключились, и, соответственно, они не залетают в катку. И никак перезапустить уже нет возможности. Соответственно, сейчас мы делаем уже там порядка 1,5 месяцев мы работаем над фичой, которая будет не допускать такие ситуации и выдавать только те сервера, которые доступны для всех 10 человек. Вот. Это прям вот ключевой, одна из самых больших проблем метовой части неткода. Что касается геймплейной, то тут надо немного отмотать, да, на несколько лет назад, когда мы только-только начинали делать сетевую часть проекта. И у нас тогда мы выбрали тот подход, который нам казался наиболее рациональным, да, то есть с точки зрения времени разработки, с точки зрения полученного качества. У нас были предполагаемые метрики, да, по количеству игроков, и они были, достаточно скромные. То есть проект реально он был на тот момент, мы не знали, во что он вырастет, какой масштаб у него будет, да, и, соответственно, был выбран подход, наиболее оптимальный, наиболее недорогой в разработке. И сейчас мы, скажем так, пожинаем, да, плоды вот этого подхода. И здесь здесь нет быстрых решений. Мы не можем просто взять и там пофиксить баги, а оно все заработает идеально. Нет. Если мы хотим делать качественно, если мы хотим делать крутое качество неткода, да, сетевого взаимодействия, то это нужно переделывать, натурально всю игру. И мы это сейчас делаем. Это тот
уже несколько месяцев, примерно в сентябре мы начали эту работу. Сейчас мы получаем там первые результаты, но это все еще несколько месяцев глубокой разработки и переработки того, что уже написано, уже работает, и по-хорошему бы, уже обычно студии на данном этапе не трогают это, да, то есть проект вышел, проект продался, никто не вкладывает такое количество, не инвестирует такое количество денег и усилий, чтобы это переделать. Как бы мы в этом плане понимаем свою ответственность, да, и понимаем, для нас, важно не просто сделать игру, а сделать игру, качественную, которую вот нам захочется играть самим, и чтобы оно все работало идеально, так, как в других сетевых проектах, не побоюсь этого слова, да, AAA уровня, где все работает идеально. Вот, но это, к сожалению, это вот есть, да, скажем так, присказка, да, про то, что 9 женщин, они не родят ребенка за месяц. Вот здесь так. Нельзя. Есть какая-то работа, которую можно разделить, а есть та, которую вот разделить нельзя. И оно займет столько, сколько, займет. Несколько месяцев. Да, Серега, ты хотел добавить? Да, в принципе, добавить нечего. Это именно та ситуация, которую ты описал. Релиз оказался ступенечкой к дальнейшей разработке. Мы, в принципе, и до релиза относились к этому и открыто об этом заявляли, да, что мы планируем и дальше поддерживать проект, его разрабатывать. Но то, что команда будет увеличиваться втрое, таких расчетов не было. И, соответственно, объем работ мы, конечно, слегка недооценили, который нам предстоит сделать. И именно отсюда и проистекают сроки касательно двух тоже крупных источников боли нашей аудитории. Это сейвы и повторы. Мы не можем сделать повторы в текущей архитектуре. Это невозможно. Хоть 100 программистов. Ну давай, подытожив тогда, мы как игроки можем рассчитывать на то, что эта игра была выпущена, не забыта, и на ней не будут клепать DLC, чтобы просто подзаработать, а это действительно какая-то прям вот проект-платформа, которая вне всего этого будет продолжать разрабатываться после релиза. Вот это самый, походу, страх и опасения многих, что игру забросили сразу, как выпустили, вот. Тут, чтобы это не звучало с нашей стороны как отговорка, все, что я могу сказать сейчас, спустя полгода, да, после релиза, это я хочу поблагодарить вас за оказанное доверие и дать слово, что разработку Broken Arrow мы обязательно доведем до конца. Именно в том виде, в каком Broken Arrow и заслуживает. А именно с повторами, сохранениями, с 20 армиями мира и, соответственно, так далее. Так, тогда давай опять вернемся к доступности игры. То, что у нас были проблемы с сетевой частью, с античитом, это ладно. Но у нас вот другая проблема есть. Я как вот пострадавший в СНГ могу спросить, хочется узнать. То время, как только, я не помню, это сразу было или нет, доступность из России к серверам Broken Arrow, по-моему, была ограничена через какое-то прям время. Или сразу, или через какое-то время. Что сейчас с ней? Как там сейчас с разделением проекта на СНГ части, на всю остальную? И что в этом деле сейчас происходит? Знаешь, когда началась проблема с доступностью? Так. Когда я перестал заходить в игру. 14 июня. 14 июня. Мы за неделю сделали СНГ. Ну да. Да, мы знаем, что там онлайн 50, мы прекрасно это понимаем. Но тут компетенций у меня немного, чтобы рассказать в деталях, да, я думаю, Никита расскажет лучше про обновление, которое мы вчера выпустили. Да, действительно, мы вчера выпустили обновление, оно предлагает, эта фича еще до сих пор экспериментальное, использование прокси для геймплейной части. И по нашим, пока что я очень осторожно это заявляю, но по нашей информации все работает круто. То есть в Steam есть возможность переключиться на открытую бета-ветку. В VK Play это раскатано на дефолтную ветку. То есть переключайте, включайте в настройках вот эту фичу использовать прокси-сервер,
и пробуйте. Оно все должно работать, должно летать без всяких там способов, скажем так, обхода, да, различных, которые всем известны. И оно должно работать. Это вот, ну, пробуйте. Я надеюсь, что мы эту проблему, если не закрыли навсегда, ну, хотя бы закрыли на ближайшее время, пока что-нибудь новое не придумают люди, которые на, скажем так, кабелях сидят, на проводах. Это тонко сказано. А вот я тогда чуть конкретнее переспрошу. То есть есть дополнительная ветка обновления вот это вот клиента, получается, которая, она работает с основной игрой, то есть они не будут в каком-то своем отдельном сервере играть для... Нет. То есть это для всех. Больше Нет. Мгм. То есть это не какая-то деф-ветка специальная, то есть могут сейчас все попробовать. Отлично. Да ладно. Да, пока что в Steam это в открытой бете, а потом это будет раскатано уже в основную ветку. Ну, клиенты игры там идентичны. Тогда теперь переходим к больному вопросу, который для многих больной вопрос. Для меня это на самом деле удивление, что это было прям такой проблемой для многих. Когда вышла сюжетка, кажется, вообще не было ни сейвов, а когда мы резко там начали какие-то проводить игры и турниры, хотелось увидеть реплей, чтобы потом пересмотреть, что же в игре происходило, потому что, есть спорные моменты какие-то. Вот тогда вопрос конкретнее. Сейвы и реплеи, они когда появятся в игре, если появятся вообще? Ну, могу сказать, что это даже проблема, да, эта проблема проистекает из того, как мы начинали делать игру. Когда мы начинали, вот у нас было очень-очень мало людей. И архитектура, скажем так, которую мы заложили, да, она не очень, как мы потом выяснили, не очень поддерживает что сейвы, что реплеи. Потом, когда мы уже поняли, да, что проект, он вышел из вот такого очень нишевого маленького проекта в что-то более крупное, мы как-то не нашли в себе смелости, да, взять и все переписать, все переделать. Потому что это, опять-таки, это сдвинуло бы однозначно вправо релиз еще на год, а может быть полтора. И это был бы очень, рисковый шаг. И у нас, наверное, надо было это сделать, но вот тогда мы действовали из той информации, из той парадигмы, да, жили в какой-то вот такой парадигме очень маленькой команды и решили не рисковать, да, сделать вот без сейвов, без реплеев, но там наиболее возможное качество, которое можем сделать. То есть сейчас мы уже, как я уже сказал, да, мы переделываем, по сути, ядро игры. Вот прямо сейчас мы его переписываем, да, у нас новый фреймворк, и это ядро, оно нам позволит выдать вот эти две фичи, сейвы и реплеи, то есть без переделки, да, сделать это невозможно. Поэтому мы переделываем, как я уже говорил, да, вкладываем огромное количество ресурсов в это, и да, оно выйдет, но оно, к сожалению, не может выйти, да, через там месяц. Это нельзя переписать то, что писалось там 4 года за пару месяцев. Невозможно. Даже там, если команду увеличить вдвое, втрое, в 10 раз, да. Ну, я чисто для чата еще проговорю. Для меня этот вопрос, он, как сказать, неожиданным от сообщества оказался, потому что я человек, который проходил сюжетку и думал, что в этом смысл хардкора, что не было сохранений, и я прошел ее целиком в итоге. Хотя, многим действительно не хватало, и, это очевидный вопрос тогда был. Слушайте, я сейчас попробую нарушить свой регламент один раз в жизни, но за этот стрим, вернее. Но тут вопрос про предыдущий, про сервера. Очень короткий вопрос. А почему тогда просто, если проблемы были с серверами в СНГ, не перевести сервера в СНГ? Они были. Вопрос.
Были? Они были, когда, если мы говорим про период июня, у нас не было информации о том, как работают различные ограничения трафика, и у нас была большой очень страх того, что что будет, если игроки из вне России, да, попытаются подключиться к российским серверам. Как это будет работать? То есть та же самая проблема, но только с другой стороны. И поэтому мы эти сервера вывели как бы из пула, и поэтому серверов как бы чисто российских, ну, мы их, по сути, перевели в СНГ. То есть вот это окружение СНГ, которое мы сделали буквально там 18 числа мы задеплоили его, да, оно было вот на этих серверах. Мгм. Ну, Тут, давай. понимаешь, пускать европейцев на СНГшные сервера, как нам объясняли, является опасным с точки зрения законодательства. Это мы тоже учитывали. Мгм. Так, ну давай тогда, наверное, еще какой вопрос? Вот есть запрос от сообщества, который я, в принципе, наверное, только оттуда и увидел, потому что я сам вот лично играю в мультиплеер, поэтому собрал вопросы из чата, из комментариев, с телеги своей. Вопрос был про развитие ПВЕ контента. Что там с ним будет? Наверное, уж не стоит спрашивать, когда, что с ним будет, если вообще что-то с ним будет происходить. Слушай, ну тут ты имеешь в виду, когда мы наконец начнем обновлять контент? Да? Скорее, наверное, так. Тут я так скажу, для начала мы не против. То есть это не какое-то управленческое решение, не выпускать контент. Для начала мы собираемся закрыть техдолг. То есть под техдолгом давайте хотя бы для начала мы дадим возможность людям запускать скирмиш в оффлайне. Это очень важный вопрос. Я каждый день читаю возмущения по этому поводу. Это, соответственно, то, чем мы будем заниматься. А касательно производства сценариев, сейчас команда находится в процессе масштабирования. То есть делать сценарий может далеко не каждый. И, соответственно, все люди, которые у нас в команде могут делать эти сценарии, они сейчас заняты на производстве DLC. То, что мы могли сделать, мы делали между патчами. Мгм. Вообще, Но это была абсолютно инициативная разработка, спонтанная. на фоне всех ответов так, вообще складывается впечатление о том, что, ну, разработка, она, знаешь, как будто уже запланировалась вперед на несколько лет. Там тогда вопрос сразу по роудмапу, по всей этой дорожной карте того, что вы запланировали, комментариев много по поводу того, а почему так долго. То есть это скорее относится, наверное, к предыдущему тоже вопросу. Ты на него, в принципе, ответили. Но хотелось бы тоже комментарий. Вот это сколько будет длиться, почему так долго? Это вот запрос людей сейчас. Слушай, ну здесь на самом деле, как бы это сейчас не звучало, но здесь именно та ситуация, когда долго запрягают. Потому что мы учили людей, мы набирали людей, у нас есть, как я неоднократно отмечал, заводик по производству моделей. Мы не можем себе позволить снижать планку качества, которую мы уже определили на релизе. Все это требует времени. И изначально, понимаете, удвоить команду, это не значит, что у тебя удваивается производительность. Ни разу. Поначалу она проседает. Несколько месяцев она проседает. Ну и в целом, сколько у нас с релиза-то времени уже прошло? То есть и... Полгода. Полгода, да, всего полгода. Я и говорю, всего полгода по меркам разработки, учитывая. Конечно, это я тут как будто должен стать на защиту вас, но это будет странно звучать. Я здесь пришел задавать серьезные вопросы, поэтому сейчас самое главное, чат, внимание, самое главное, сейчас будет вопрос о том, что в игре с балансом, запятая, как просто перечисляю, что там с ПВО, оверкиллом, киндер-сюрпризы, которые, как там, клаун-кары, что с артиллерией, что там со снабжением, что будет происходить с балансом, это самый основной вопрос, который задают повсюду. Я его ставил, так сказать, на самое сладкое. Вот сейчас, когда вся аудитория есть, давай. Окей. Начинаю отвечать, значит. Первое. Считаем ли мы это проблемой? Все, что происходит сейчас с балансом. Ответ – да, считаем. Как компания. Считаем ли мы это кризисом? Ответ – да, считаем. Ситуация с отзывами, ситуация с онлайном, ситуация с недовольством последними патчами. Остановили ли мы этот процесс? Да, остановили. Старых патчей больше не будет. Это абсолютно коллективное, практически единогласное решение, стратегическое. Перейти к новому
способу обновления игры на линии геймдизайна. То есть сюда входит не только баланс. Баланс это лишь поверхность. Соответственно, мы создали команду геймдизайнеров и команду тестеров, достаточно крупную. Ну, если привести аналогию, то это как вместо движка мопеда поставить движок от Ferrari. То, как изменилась динамика обновления сейчас находящегося в производстве тест-билда. Я счастлив, она меня действительно радует. Значит, что такое тест-билд? Это эксперимент. В качестве примера могу привести слово мод. То есть можно относиться к этому как к моду на основную версию игры, который подготавливается. Сейчас он находится, по моим субъективным ощущениям, где-то на 1/3 в процессе готовности. Позади у нас 1,5 месяца. Начали мы его, соответственно, практически сразу после 11-го патча разработку. Там самым, где был Барбарис, там, ты понимаешь, о чем я. Вот. Соответственно, мы затрагиваем в этом тест-билде, который будет отдан на открытое бета-тестирование для сбора объективного фидбэка, затрагиваются, скажем, топ-10 источников негативного игрового опыта нашей аудитории. Опыт этот я считаю объективным, то есть это не та ситуация, где мы наблюдаем истерику 1% аудитории, то есть это не активное меньшинство, это действительно объективный фидбэк. Значит, есть у меня здесь списочек, зачитываю. Основная боль игроков, перекос геймплея в авиаудары и артиллерию. То есть, я думаю, здесь пояснять не надо. Со временем появилась такая, скажем, мета бесконтактного поражения противника. Если вы посмотрите после катки историю вашего боя и посчитаете, а сколько же очков приносят какие юниты, вы увидите там 2 типа юнитов. Ладно, 3. Это авиация, бомбардировщики, артиллерия и ПВО, ваншотное ПВО. Следующая проблема, она касается в основном именно ПВО. Анти-оверкилл. Его критикуют все. Абсолютно все. Достаточно просто привести пример ситуации, когда бомбардировщик пролетает над ПВО ближнего радиуса действия, а ПВО наблюдает. И все, на этом все. Это все действия со стороны ПВО. Все это знают, о чем я говорю. Прекрасно. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, тебе нужно кликать. Тебе нужно кликать по каждому самолету, который ты видишь, чтобы пускалось больше ракет, чем игра считает для этого необходимым. Соответственно, с этого мы и начали в нашем тест-билде, именно вот с этого пункта. Насколько мы преуспели, соответственно, решать аудитории во время ОБТ. Следующее, опять ПВО, так называемый холодный старт. Я вижу массовые жалобы на то, что С-300 погибает в состоянии ракеты над ним, вот в таком, когда оно пытается перехватить СИТ-ракету. Соответственно, здесь придется, скорее всего, к сожалению, жертвовать эстетикой вертикального пуска в пользу выживаемости установки. Следующий пункт, как бы обойти это слово, претензии к поведению пехоты в транспорте. Назовем это так. Что касается этой механики, которую ты озвучил в вопросе, я бы сказал, что так и было запланировано изначально. Это хорошо, звучало уже так. Но есть нюанс. Здесь нужно учитывать контекст. Контекст, он исходил из ситуации в предшественнике, где были широко распространены ваншоты, и подобные штурмы, они, в принципе, отсутствовали в виде наката на бронетехнике, спешения пехоты, всего этого не было. Тыкать палкой в проекты я, наверное, не буду, это все-таки неприлично, да. Соответственно, кто играл, тот понимает, о чем я. И мы руководствовались логикой снижения летальности входящего урона для того, чтобы пехота могла штурмовать. Мы переборщили. Вот и все. Мы просто переборщили. То есть мы будем калибровать эту механику. Следующее, здесь кратенько, чтобы не затягивать, потому что это на самом деле тема тест-билда, это тема для отдельного 2-часового интервью, если не серии интервью. Штурмовики, они отсутствуют
125, там Thunderbolt. Они отсутствуют на поле боя, кроме одного подвеса с самонаведения. Ваншотное ПВО также критикуется игроками. Ну, выглядит не совсем логично в нашей философии, да, сниженного количества ваншотов. Игровой режим и экономика также здесь пояснять, наверное, пока не буду, потому что это находится на стадии пока исследования. Выскажу свое собственное субъективное мнение, что игра как бы слегка наказывает атакующего. И исход боя, он решается за 2 минуты до конца стадии. Соответственно, это выступает в отличной синергии с той самой механикой по закатыванию пехотой на БТРах на точку за 2 минуты до конца. То есть я сыграл с момента релиза 200 боев. Кстати, стоит отметить, что читера я увидел один раз, а я шифровался, то есть у меня не было ни аватарки, ни ника разработчика. Значит, сыграл 200 боев, и около, наверное, половину из проигрышей я не знал, что я проигрываю. То есть я выигрывал. Как же так? Я выигрывал. Я 40 минут выигрывал. Тут бах, поражение. Соответственно, тоже здесь есть о чем подумать. Ну и последнее, наверное, это неиспользуемые юниты. Здравствуй, Берег, здравствуй, горнострелки, здравствуй, их аналоги за Соединенные Штаты. Тоже есть над чем поработать. Тут Никита рассказывал про инструменты, да, которыми мы занимались, то есть мы фактически релизнулись, не хочу говорить с голым задом, вот, но другого слова мне не приходит на ум. Соответственно, мы не знали, что происходит, куда воевать, куда развивать проект, где именно зарыта проблема. Соответственно, долгое время мы занимались достаточно невидимым процессом для наших игроков. Мы собирали статистику и создавали инструменты для сбора этой статистики. Соответственно, у нас есть полнейшая статистика и по винрейтам, полнейшая статистика и по юнитам, и по кастомизациям. Мы видим, какой юнит абьюзится. Здравствуй, Барбарис. Барбарис это, кстати, Барбарис это отдельный вопрос. Мы им еще займемся. Вот. Разумеется, нужно сказать, да, российской аудитории, которой этот вопрос достаточно сильно беспокоит. Выскажу для начала свое субъективное мнение. Я тоже не фанат прошлого решения с повышением цены. Барбариса тоже люблю, и инженеров-штурмовиков я тоже люблю. Дробовик у них 4-й зря отобрали. Такие дела. В принципе, на данной стадии это все, что могу сказать по тест-билду. Работа ведется не так, как раньше, никаких плюс 5, минус 5. Будут обновления ближе к моменту, когда мы будем знать, что да, с этим не стыдно пойти на тестирование. Это действительно, не хочется говорить 2.0, да? 2.0. Хотя прецедент уже был. Я рассчитываю провести второй релиз. Сейчас расслабьтесь, это будет бесплатно. В феврале, в марте. Наверное, даже в феврале, при выходе тест-билда. Время покажет. Отлично. Тогда... добавишь. Я бы тут еще добавил, да, что помимо чисто изменения и твика различных характеристик юнитов, да, что нам мешало, грубо говоря, отвечая так на потенциальный вопрос, что нам мешало это сделать раньше, то, что мы делали другие вещи. И мы делали, то есть вот та работа по изменению геймплея, которая сейчас ведется, она в том числе затрагивает изменение механик. То есть это именно код. Раньше мы фиксили баги, а сейчас мы именно перепрограммируем механики, перепрограммируем как очень много чего. Да, это надо было бы, наверное, мы бы хотели это сделать в прошлом, еще до релиза. Но, к сожалению, да, нету машины времени, и нам уже не получится это сделать. То есть мы это делаем с запозданием, но, тем не менее, мы это делаем, и это очень большая работа, и она, я надеюсь, что, как и Серега, да, что это принесет игру мечты для многих наших фанатов, для нашего комьюнити. Угу. Все, да? Тогда прям есть что еще спросить к этому же вопросу. Мне интересно,
вот сам процесс интересен того, как идет взаимодействие с этим балансом, вот этим вот страшным балансом. Наверное, спросить это проще, как все это дело тестируется. То есть у вас... И еще вопрос следующий, наверное, был бы. А у вас есть какая-то ветка там с игроками закрытой, может быть, это как-то между собой тестируете? Вопрос такой, а будет ли, и задумывались о том, чтобы проводить какие-то тестовые, так сказать, выкаты обновления на какую-то ветку, на которой могут игроки, например, в Стиме переключиться и помочь вам с этим делом? Были какие-то планы насчет этого? Есть это? Или как это все происходит с балансом? Вот это интересный вопрос. Ну, что касается первой части, на самом деле работа, она достаточно простая. Геймдизайнеры меняют значения, мы идем на тест, собираем фидбэк, меняем значения. То есть и так по кругу, пока нам не начнет нравиться. Повторюсь, мы сами игроки. Проект начался в 2018 году, примерно там в конце октября, в начале декабря. На тот момент мы были условным киберспортивным кланом «Стальная балалайка». Вот и все. То есть кто, если не мы. Соответственно, что касается ОБТ, то есть я, в принципе, это уже упомянул, просто не до конца раскрыл, как это будет тестироваться, как это будет происходить, весь процесс. Мы приняли решение подстраховаться в случае с патчами, с балансом, с геймдизайн патчами. Мы это даже на графике отзывов прекрасно видим. Вот такая вот вещь вниз. Каждый раз, когда наблюдается какая-то активность. Мы приняли решение взаимодействовать с аудиторией через тестирование. Вот та ветка, которую упомянул Никита в плане появления прокси, которая также открывается через открытую бета-версию в Steam, в свойствах игры. Соответственно, ровно таким же способом мы будем тестировать баланс патча, хотя я бы их назвал геймплейными патчами, то есть более общим термином. И, соответственно, собирать фидбэк с нашей аудитории тем же способом, который мы использовали на ОБТ. И тут как бы секретов нет, все давно на поверхности. Достаточно посмотреть там топ-10 видео на YouTube. Спасибо вам за это, за ваше видео. Так, ну, я думаю, исчерпывающе с этим вопросом. Давай тогда из этого списка, значит, есть такое впечатление вот от игры, что мы стали заложниками 5 на 5 игр. Хотя, казалось бы, ну, это матчмейкинг и так далее. А вот, не знаю, есть ли этот запрос, скорее вопрос этот от меня будет лично, другие режимы матчмейкинга, типа 1 на 1, 3 на 3 и так далее. Что-то такое планируется, рассматривается? Ну, на текущем этапе мы не хотим менять вот этот концепт 5 на 5. Он удачный, он используется не только в Broken Arrow, он используется во многих других играх. На самом деле, чем меньше игроков, тем сложнее играть. И, ну, это прям математический, да, закон, то есть тем больше процент ответственности лежит на игроке, и тем сложнее ему, ну, тем больше импакта он приносит. То есть вот основной режим матчмейкинга, он, скорее всего, пока что останется таким же. Я, ну, на всякий случай, да, отмечу, что есть возможность сейчас играть вообще любой режим в кастомках, там, вплоть до 1 на 5, да, там, 3 на 3, 2 на 2, 1 на 1. Единственное, что матчмейкинг, да, действительно там не подключен, то есть нужно искать через лобби себе противника. Но это не значит, что сам матчмейкинг мы не планируем допиливать. То есть по матчмейкингу у нас на самом деле есть огромная такая колбаса претензий к нему, то есть и претензии, которые мы собрали со стороны комьюнити, и претензии, которые есть у нас самих. К сожалению, опять-таки, да, матчмейкинг, он когда-то как кусок кода, да, вот был сделан, лишь бы работал, и больших к нему вообще требований не предъявлялось. И, наверное, это то, на что мы совершенно зря не потратили там больше ресурсов, но, опять-таки, ресурсов было столько, сколько было. Они были очень ограничены. То есть из того, что мы хотим с ним сделать, это, ну, как минимум, ввести какие-то ограничения на балансер, чтобы не матчило пати против одиночек.
Может быть, там будет матчить пати с небольшими, там, ну, когда несколько пати, да, подбирается. Ну, и там есть еще целая вот масса идей о том, как мы можем, что мы можем сделать, чтобы, с одной стороны, снизить время поиска, а с другой стороны, увеличить качество. То есть это две такие, ты повышаешь качество, и при этом повышается время поиска игры. Ну, к сожалению, вот математически, да, тут именно так оно и работает, да. Там думаем о введении динамической толерантности, то есть в зависимости от онлайна. Чем меньше онлайн, тем больше толерантность, чем выше онлайн, тем, соответственно, меньше толерантности, выше качество. То есть такое, ну, у нас куча идей, да, но опять-таки вот из всего многообразия того, что надо сделать нам для игры, матчмейкинг — это вот одна из частей. И важная, но это не значит, что вот прям топ-1 по приоритетам. Но мы ее, да, как я уже сказал, будем делать обязательно. Да, я тут добавлю пару слов. Я абсолютно согласен. Сначала матчмейкинг, техдолг, геймплейный долг, да, если так можно выразиться. И, разумеется, есть у нас творческое желание добавить еще. Я думаю, что если новый режим будет, то он будет максимально далеким от 5 на 5, чтобы не было конфликта интересов, да? Вот, чтобы один там не вредил другому. Но, повторюсь, сначала правильный матчмейкинг. Понял. Давай тогда вернемся еще к той аудитории, которую я считаю не самой киберспортивной. То, что, ну, я вот, например, как блогер могу, как игрок, вернее, могу разделить эту аудиторию игроков Broken Arrow на две части. Вот есть прям киберспортсмены, которые пришли сюда за прям настоящим варгеймом, где они прям используют каждый юнит и так далее. А есть те, которые, ну, захотели поиграть с вечером пятницы. Вот вопрос тогда... Да, очень сильно был запрос, оказывается, расслабиться в такой игре, хотя внезапно... Для меня это неожиданность, то что, как повторюсь, это все-таки варгеймы. Вопрос про тогда, будет ли введен для таких людей какой-то безрейтинговый режим? Безрисковый, да, так сказать? Да, чтобы, ну, не было смысла там ни ело терять, ничего, ты просто себе играешь и... Ну, я бы тут... Отвечу, наверное, как такой диверсант от игровых разработчиков. На самом деле, в тех играх, в которых якобы нету безрейтингового режима, якобы он есть, на самом деле его по факту нету. То есть есть какая-то переменная, которая используется для подбора матча, потому что иначе просто она скрыта. Потому что без какой-то переменной, элла, там, рейтинг какой-то, да, как угодно можно это называться, это любые попугаи могут быть там. Что-то нужно для того, чтобы делать подбор игроков. Поэтому вопрос, ну, это будет плохо, на самом деле, для всех. И для тех, кто условно играет раз в неделю, в пятницу вечером, да, и для тех, кто играет каждый день по много часов. То есть никому качество игры это, к сожалению, ну, не добавит. Но есть тоже планы по тому, как, скажем так, поменять это. Вот, не знаю, Серега, может, ты добавишь? Ну, я вообще хотел еще добавить, что искренне рекомендую после 12-го обновления, именно тем, как ты сказал, что хочет расслабиться, да, попробовать скирмиш. Мы действительно много души вложили туда, провели много тестирований. Там действительно есть где задержаться. Вот. Касательно именно без рейтингового режима, здесь нужно думать, нужно проводить исследования, потому что, во-первых, нужно проводить исследования процента аудитории, да, для которой это актуально. Повторюсь, есть кастомки, то есть вот такой же безрейтинговый режим. Да, там есть свои минусы, то есть там может быть достаточно сложно найти противника на особенно какой-то альтернативный гейммод. Напомню, там можно управлять инкамом, можно управлять апкипом. Кстати, апкип — это тоже момент, который в тест-билде мы хотим покрутить, потому что есть ощущение, что игра наказывает тебя за накапливание.
И математически приятнее и эффективнее как раз-таки сливать юниты и закидывать противника крылатыми ракетами, нежели чинить танчики, отводить пехоту, эвакуировать всех до последнего, как делаю я. Но это уже сторонняя тема. Вот. Также вот еще хотел добавить касательно матчмейкинга, да, его усовершенствования, снижение инфляции, да, снижение каких-то токсических моментов. Это тот факт, что мы планируем достаточно скоро, я надеюсь, планируем перейти к сезонам, которые основаны на принципе прогрессии, которые будут добавлять косметику, которые будут добавлять ранги. Однако, также, как и в случае с сохранениями, это требует кое-каких изменений в коде проекта. А так, по существу, по поводу безрейтингового режима для желающих расслабиться, мне больше добавить нечего. Нужно думать и исследовать. Второй раз нарушаю, собственно, регламент. Хороший вопрос от нашего общего знакомого. А будет ли сбрасываться рейтинг после версии 2.0? А надо? Вот вопрос. Запроса нет, да? Последний момент, о котором мы сейчас думаем в плане версии 2.0. Что делать с Элло, что делать с рейтингом. Так, ну... Подумаем, Я думаю, что будут изменения по Элло, по базе и в том числе по тому, как начисляется Элло. Но это сейчас, да, не совсем в приоритете у нас стоит. Тут ракеты с неба падают, взлететь не могут. Это правда. И в игре тоже, как говорится. Так, следующий вопрос у нас по поводу, все-таки вспомним киберспортсменов, которые, в принципе, ну, я называю киберспортсменами тех, кто в игру играет на результат скорее, да, вот прям те, которые разбираются дотошно в деках, сидят там, собирают вечно что-то вот прямо важно каждую циферку знать. Так вот, такие люди, как вы знаете, вы сами таких участвовали, всякие турниры и прочее проводятся. Вот вопрос тогда конкретней. Дела с турнирами как будут обстоять? Будут ли официальные турниры или будет какая-то поддержка пользовательских турниров? Как вы смотрите на то, чтобы вообще проводить турниры по игре, которые, в принципе, содержат достаточно много, я назову так, киберспортсменов Wargame? Смотри, на текущий момент турнир действительно проводится. Они проводились еще с первого УБТ. Мы, к сожалению, на данный момент никак не можем подключиться к этой теме. Во-первых, нам просто не до этого. А во-вторых, на наш взгляд, на текущий момент наша игра не готова к турнирам ввиду озвученных проблем, таких как отсутствие режима наблюдателя, таких как отсутствие режима повтора. И, на мой взгляд, именно режим повтора является третьим звеном в построении своего античита. Режим повтора. И, соответственно, конечно, да, конечно, мы хотим эти турниры, конечно, мы хотим устраивать официальные турниры с призовыми фондами, вплоть до создания или поощрения создания пользовательских лиг, пользовательских кланов. Конечно, я еще в 2019 году достаточно много думал в сторону дерева кланов, то есть не только топ-100, да, как сейчас у нас в игре есть лидерборд, но и дерево кланов и кланваров со всеми вытекающими. Тут, понимаешь, вот было сказано, да, что 5 на 5 режима очень удачно. Это действительно так, мы неспроста выбрали его. Это такое, знаешь, среднее звено между 4 на 4 и 10 на 10. Мы собирали статистику объективную до того, как начинать уже серьезно разрабатывать Broken Arrow. Люди тянутся к большим режимам. Люди тянутся к чувству плеча. Балтийск неспроста топ-1 карта. Игру критикуют за артоспам и прочее, но Балтийск остается картой номер 1. И та же карта, вот часто я вижу в комментариях про поля, люди просят открытые поля. Ну, я видел статистику, у нас есть карта с открытыми полями, она называется, ну, до релиза она называлась Ривер, сейчас там что-то со словом Смородина. Это карта на дне. Последнее место по популярности. Разумеется, мы будем добавлять поля, но мы держим в уме, что такая карта на последнем месте по популярности. Соответственно, это все я веду к тому, что люди тянутся
к кланам. И вот этот режим 5 на 5, который я назвал самым эффективным из возможных, который мы могли бы реализовать, он имеет плюсы, но также имеет некие недостатки. Недостатки связаны с тем, что особенно наступает кумулятивный эффект, если матчмейкинг работает не так, как нужно, и не умеет отсекать 5 мясников с дискордом от 5 рандомов, которые нажали Quick Match. Здесь есть над чем подумать, над чем поработать. И, соответственно, дерево кланов, оно было бы дополнительным стимулом для вот этой социального среднесрочного игрового опыта и дальносрочного накопления очков и тому подобное. То есть планы здесь достаточно обширные. Давайте для начала сделаем спектаторов. И уже после добавления реплеев мы со всей энергией, да, со всеми ресурсами перейдем к вопросу турниров и кланов. Мгм. Ну что, давайте тогда мою часть вопроса завершим просто простым блицом. Никит, отвечай просто одним словом. Вопрос. Какая фракция имба? РФ. Так. Серег, есть ли в игре баланс? Одним словом. Есть. Так. Никит, когда нерфим Барбарис? В следующем патче. Мгм. Это больше слов. Хорошо. Сергей, тепло ли на Мальдивах? Я откуда знаю? Так, теперь переходим к части, где мы можем, собственно, обратиться к чату. Чат, приготовьтесь к тому, что вам надо задать как-то качественно вопрос, без, знаете, как это, без призывов что-то сделать и выпустить, а задать вопрос. Можете не задать вопрос, когда будет Кама, когда будет Игорь, когда будет что-то. Попробуйте сформулировать вопрос. Мы сейчас, давайте тогда сначала я какие-то вопросы буду задавать. Может быть, сами разработчики подключат, потом, может быть, сами какие-то интересные вопросы увидят, на которые надо будет найти ответ. Тут про баланс. Вот меня просто постоянно спамили про пулеметы. Что-то там был вопрос про пулеметы, что они 30-зарядные, что у них нет урона. Это странная массовая какая-то проблема. Вот вопрос тогда про пулеметы давай в студию переведу. Что-то не так с пулеметами. Что вы считаете по этому поводу? Крупнокалиберный пулемет нет урона, и кажется, кто-то писал о том, что почему-то пулемет якобы 30-зарядный, а не 100. Или это и 100. Слушай, ну, отвечать сейчас, да, уже можно? Да, конечно. Слушай, касательно пулеметов, да, это было в моем списке, который я не дочитал, потому что уже счел, что это менее важное. Да, мы согласны. Мы все видели фильм «Рейд», да, про одну игру. Мы видели, как работает ДШК по спецназу. Мы видели, что с ним происходит за укрытием в виде автомобиля. Мы видели видео, где Дельта в нашей игре идет в полный рост, маршируя на пулемет, заходит внутрь. Соответственно, мы этим тоже вопросом займемся, внимание уделим. Вот. И я еще хотел немного сработать на упреждение. Ты говорил там про Каму, да, про Тигр. Я хотел упредить, наверное, ряд вопросов, где это все, и дать ответ о том, как так произошло. Действительно, на ОБТ у нас были юниты, которых сейчас нет в игре. Момент первый. У нас за время создания моделей, в котором я, кстати, тоже принимал небольшое участие, скромное, в покрасочке, у нас было минимум 3 итерации по кардинальному увеличению их качества. Первые модели, может быть, там я поделюсь в ближайшем будущем скриншотами из разработки, они были похожи на хлебушек. Соответственно, эти юниты, они уже устарели, это раз, потому что качество выросло. И два, игра переносилась на моей памяти минимум 2 раза. И заводик, который мы создали, он не останавливается и сейчас, он не останавливается никогда. Соответственно, количество моделей увеличилось, и у нас изначально к релизу были запланированы 5 фракций, 5 специализаций, 5. И со временем, где-то за год, да, сколько мы переносили игру, у нас появилось юнитов на 6-ю специализацию. Соответственно, мы приняли управленческое решение не добавлять эти юниты в релизную версию с целью выпуска их в 6-х специализациях. Исчерпывающе. Тогда, смотри, некоторые вопросы 100% будут повторяться
тем, что мы уже и так, наверное, отвечали. Но, наверное, тут какая-то конкретика должна быть. Зачитываю вот, что вижу. Понимаю, что это может быть что-то, часть повторяется, часть нет. Вопрос: не доведут ли разработчики состояние двух фракций до степени спамом шлака на шлак, и почему они боятся, наоборот, апать, а не нерфить фракции, например, типа механы путем нерфа других дек? Кто будет отвечать к доске? Давайте я. Я отвечу, Давай, я не наверное, знаю. ты. Может, ты? Ну, если серьезно, на этот вопрос отвечает тест-билд. Тот самый PTE, тот самый мод, тот самый 2.0. У него много имен. Я согласен с этими доводами, я не могу с ними спорить. Да, будем исправлять. Вот, кстати, хороший вопрос. Будут ли реализованы несколько вариантов одной и той же карты? Вариант вширь, вариант поперек, половина карты с НПЗ не используется, и мне видится это огромным расточительством. Я согласен абсолютно с этим автором вопроса. Да. Это есть в планах, это есть в роудмапе. Это будет, да. Это будет. Так, Мне так нравился. Ну, не Собор. конкретная карта, но в целом как механика это будет. Ну, мы опять-таки, да, хотим это сделать так, чтобы не попадалось в выборке, допустим, три разных версии одной и той же карты. То есть там требует некоторого, во-первых, создания этих альтернативных сценариев, а во-вторых, создание некоторой механики фильтрации, да, того, что выдается игрокам на голосование. это хорошие новости. Там Да, есть там еще... есть над чем поразмыслить, над точками. Там, знаешь, из субъективного ощущения, мы же все-таки проводили тесты на протяжении последних 4 месяцев по картам, по некоторым. Достаточно точки переставить, и вообще по-другому играется. То есть, как будто, это мы заметили еще, когда проводили кастомки с друзьями нашими. Это правда другая карта, как будто абсолютно другая карта, другая игра начинается, это правда. Да, особенно, представляешь, повернуть карту на 90 градусов. Это правда. Но злоупотреблять мы этим не будем. Мы будем производить новые карты, в том числе. Ну, это я рад слышать. Есть вопрос, который мы, наверное, отвечали еще на первом стриме, но кто его помнит? Как говорится, уже ни фаги не знают, типа, старики не помнят. Хотелось бы узнать насчет инженерной составляющей строительства укреплений, окапывания, минирования и разминирования. На что вы ответили тогда, что это замедлит геймплей. Мнение не поменялось? Опа. Кто-то окопался. Его увезли от ответа. Опять я, да? Да? Ну, да. давай я отвечу, Почти что у нас есть список механик, которые вот именно новых, вообще принципиально новых фичей, которые мы хотим добавить в игру. Но есть нулевой пункт, да, это техдолг. Это вот те наши реплеи, сейвы, нормальной синхронизации, в целом переделка, которой мы сейчас там занимаемся 95% времени. И, к сожалению, мы не можем добавить что-то новое, пока мы не сделаем нормально то, что мы, извините, уже продали. Вот мы сначала это нормально сделаем, потом мы будем добавлять что-то новое. Но мы запланировали на 26 год как минимум несколько фичей. Это Loitering Ammunitions, ну, это дроны, которые будут пикировать, да, и ланцеты, грубо говоря, аналоги. И, скажем так, еще несколько там есть механик, которые будут уже связаны с теми юнитами, которые будут выходить вместе с DLC новыми. Там это, скажем так, во второй половине 26 года. А после этого у нас есть еще там целый список, и базы, они есть в нашем, скажем так, списке того, что мы когда-нибудь сделаем. Вопрос, когда, вот это, ну, наверное, не 26-й. Наверное, не то, что, наверное, это точно не 26-й год. Угу. Так, я Ну, эмоционально... тут я еще добавлю Давай. один маленький нюансик вот касательно мин, касательно мостов, там понтонов, взрывающихся мостов, передвигающихся мостов и баз.
Тут, понимаешь, вот эта вот гипотеза о том, что это убьет мультиплеер, она весьма весомая. И если мы будем что-то такое делать, а мы же видим, что запрос есть, мы начнем с одиночных сценариев, то есть с каких-то таких безопасных моментов. Вот, это мы и ждали. Да. Это просто Мы, потрясающе. мы за любую движуху на самом деле. Потому За что, любое ну, жанр. я рассматриваю Broken Arrow вот как игрок, я вижу, я, во-первых, игрок всяких игр и так далее, где в основном всякая песочница происходит, где есть редактор, где есть много контента, из которого ты можешь сам себе собрать геймплей. Вот мне кажется, потенциально, ну, я как игрок, я как со стороны это могу судить, понимаю, что разработчики меня сразу осадят, что это тяжело и долго и так далее, может быть бесполезно, но Broken Arrow мне видится платформой, на которой можно было бы и сюжетки делать, и какие-то, может быть, свои коопы, и, может быть, даже мультиплеер переводить. Понятно, что, да, все-таки, я так понимаю, упор-то все-таки у нас на, ну, мультиплеер вот этот киберспортивный, в первую очередь, потому что ты так нажал кнопку, играешь с другими игроками. Очевидно, что это мультиплеер, но тоже хотелось бы увидеть и ту часть, которая для оффлайновых пользователей, те самые люди, которые как раз пришли и сказали, а где сохранение в сюжетке? Мы внезапно пришли в Wargame, а сохранения сюжеток нету. Ну, просто люди захотели, да, и эту сферу, видимо, развивать, наверное, запрос-то есть. Но это не вопрос, это я просто, да, тоже развил тему. Так, Но эмоциональный... мы на самом деле планируем... Так. Да, я добавлю, да, еще, что по сингловому контенту у нас планы-то они большие. То есть во-первых, 20 армий мира, они никуда не Ого. денутся. И все видели, скажем так, я бы сказал, что та компания, которая была представлена на релизе, это не финальный финал, как мы видим себе компанию, да, все играли там World and Conflict, и мы бы, конечно же, хотели бы сделать что-то похожее. То есть, чтобы компания игралась реально как такой боевик, как War Movie. То есть, не совсем аркада, не супер реализм, там, похожий на игры парадоксов, да, но вот что-то такое боевое с персонажами, может быть, с кат-сценами, с персонажами, с сюжетом. То есть вот это должно быть прикольно, интересно, этого должно быть достаточно. То есть, ну, не пара часов, а это, допустим, 10-20 часов, да, сюжета в каждом, скажем так, новом DLC и, возможно, в ванильной кампании, да, которая уже выдана. То есть планы у нас большие, но опять-таки, да, мы упираемся в то, что нельзя порваться и сделать сразу все. Это как вот у нас ограниченное количество, и вот куда у нас как око Саурона, знаешь, вот око направлено на там неткод, вот неткод прет вперед, там, потом перемещается на геймплей и баланс. Вот теперь геймплей и баланс. Потом на другие аспекты переедет. Вот как-то так. Сейчас куда приоритет направлен? Разработки такой инсайт. Я бы сказал, что основной... команда программистов, техническая команда очень много занимается неткодом, фреймворком, да, кором игры, переделкой кора. Мы вот уже достаточно давно работаем над тест-билдом, над переделкой геймплея, да, глобальными изменениями геймплея и баланса. В дальнейшем, ну и плюс мы начинаем, скажем так, чисто менеджерские вещи, связанные с тем, чтобы мы могли ускорить производство контента и вот этот контент поставлять там стабильно каждые N месяцев. Угу. Вот, наконец-то я дожил до того, чтобы задать вопрос. Прям вижу эмоциональность всего комментария, просто прям зачитываю как есть. Привет, Серега, спасибо за игру и что держишь столько негатива и не тильтанул, в скобках сомнительно. 2 вопроса. Будет ли изменен подход к обращению с аудиторией, условные недельники разработчика? То есть, я так понимаю, человек просто спрашивает о том, будут ли какие-то отчеты еженедельные, чуть побольше типа общения с аудиторией, наверное, что-то такое. Я прекрасно понимаю недовольство, да, боль от коммуникации, которую мы проводили с релиза. Тут я должен напомнить про дырявый шланг, что мы пожар тушили.
Вот во время пожара интервью не дают. Будем ли мы меняться? Вот таким образом мы будем меняться. Мы будем чаще коммуницировать с аудиторией. Не хочу давать обещания еженедельному обязательному какому-то посту о чем-то, но я думаю, обещание о том, что мы будем чаще выходить в эфир или даже стримить нашу собственную игру, можно дать. Отлично. Тут еще есть вопросы из разряда «почему?» и после них перейдем к вопросам «когда?». Почему не планируется внутриигровая голосовая связь? О, Никит, давай ты. Ну, мы подумаем. То есть изначально мы вообще не хотели это делать, потому что это достаточно много ресурсов. Есть идеи на тему того, как это можно сделать, там, используя, допустим, Discord. Есть идеи, что это можно там как-то через Steam. Но будет или нет, возможно, будет, но тогда, когда, опять-таки, да, будут решены гораздо более приоритетные вещи. То есть принципиально у нас, наверное, нету сейчас, так как есть большой запрос, а у нас нету принципиальных возражений против там чего-то, что очень популярно и что несет в себе какой-то объективный позитив для игроков, да. Поэтому я думаю, что мы поменяли свое мнение и теперь готовы это сделать. Единственное, что мы не можем назвать точно, что это будет, там, не знаю, даже в конце 2026 года. У нас не хватит ресурсов, к сожалению. Тут маленький комментарий. Я когда был еще варгеймером, да, как экс-шкалатрон, учитывая то, что проходило в чатах, что я писал, что мне писали, я бы не хотел, чтобы у меня была голосовая связь с этими людьми. Поэтому я понимаю, есть запрос, то есть игнорировать мы запрос не можем, но пока, не знаю, к сожалению или к счастью, он на весах, он не перетягивает текущие проблемы. И ведь это не просто голосовая связь. Разрабатывать голосовую связь нужно с мьюта этой связи, то есть чтобы можно было ее выключать для конкретных людей. Правда. Вопрос касательно, наверное, всего этого дела, как он называется, собственно, как это в одно слово объединить, в общем, производительности. Человек задает вопрос, стоит ли ждать поддержки DLSS? Хочется использовать свою карточку от NVIDIA по максимуму. Возможно ли это? На текущий момент у нас есть FSR. С DLSS конкретно в нашем кейсе, в нашем, в том пайплайне, да, рендер пайплайне, да, он не давал каких-то значительных преимуществ в сравнении с FSR, поэтому мы остановились на FSR. В целом, возможно, мы пересмотрим, но опять-таки это может произойти тогда, когда мы наконец-то доберемся до работы по оптимизации рендеринга. Она не завершена, то есть там есть что доделывать, есть стриминг текстур, это вот зеленые текстуры, у которых периодически появляются и различные артефакты, да, это все вызвано стримингом, и мы от этого будем избавляться в какое-то ближайшее там будущее техническое. Вот как-то так, надеюсь, ответил. Угу. Так, Должен поделиться локальным мемом. У нас до релиза за счет стриминга текстур патчи были по 30 гигов. Причем любого наполнения. Красиво. 30 гигов, подожди, а сколько сейчас игра весит? Вот будет ли снижаться ее объем или только увеличиваться? Там есть какая-то вот в этом под оптимизации? Мы не знаем. Отлично. Так. Слушай, если идет о 20 армий мира, наверное, рост будет. И вряд ли он будет отрицательным. Оптимизация будет снижать это количество, но добавление новых DLC, оно будет, конечно же, увеличивать объем игры. И так как у нас все могут играть, то есть DLC это не совсем downloadable контент, то есть контент, который со стороны может загружаться, он всегда будет идти в базе игры. Мы как бы не сможем, да, управлять, то есть игра будет расти с годами. Mm-hmm.
Вопрос из разряда «почему?», на который я бы сам даже ответил, но интересно ваше мнение послушать. Почему у американцев настолько много уникальных юнитов с уникальным преимуществами? Чего нет у РФ? Стелс-дроны, стелс-вертолеты, джавелины, которые очень меняют ситуацию на поле боя. Я не знаю, что я должен ответить на этот вопрос. Но мы, когда разрабатывали игру, мы смотрели на юниты, нам нравилась военная эстетика, мы смотрели на реализм, мы смотрели на их характеристики. К ангару мы относимся не просто как к месту, да, сбора деки и как к месту поиска катки, времяпровождения. Для нас это военная энциклопедия, мы фанаты своего дела. Почему в российской армии нет джавелина? Я не знаю, что вам ответить на этот Вот, вопрос. наверное, это вопрос не разработчикам, учитывая, что вся игра на основе реальной техники. Наверное, это вопрос не к разработчикам просто. По крайней Тут мере, игры. еще одна маленькая ремарочка. Нам не очень-то нравится идея зеркального баланса. То есть, когда юниты все зеркальные. И мы будем стараться, где это возможно, там без злоупотребления, придерживаться этой философии. Нам нравится не зеркальный баланс. Не в плане 60/40, не подумайте, а в плане того, что у кого-то сильнее авиация, у кого-то больше ПВО. Нам это нравится, потому что наций станет больше. И делать помойку или свалку одинаковых юнитов нам не очень хочется. Вопрос. И еще одна, с твоего позволения, ремарочка. Действительно много вкусных вещей в будущих специализациях. Многое не вошло. То есть нужно смотреть на ситуацию в комплексе. Да, сейчас бывает тяжело. Да, я не фанат текущего винрейта, то есть, но я и не считаю, что он должен быть 50/50. Тут начинать работать нужно с основополагающими механиками, которые, на мой взгляд, не все прошли достаточное количество итераций, повторений, улучшений. То есть до релиза у нас был подход 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И нужда, да, обстоятельства заставили нас этот подход пересмотреть. Мы теперь 1 раз отмеряем и 7 раз режем. Вопрос просто в количестве итераций тестирования. Вопрос из киберспортивного спортивного логова. Тут скорее из разряда, когда будет спектатор для того, чтобы... турниры проходили со спектатором. Очевидно, что это must-have для всего этого, и пока что отсутствие дела стопорит. Тут вопрос, наверное, когда? Когда — сложный вопрос. Я бы сказал, во-первых, признаюсь честно, мы еще не начали над ним работу. Это негатив, да, позитив в том, что он стоит у нас в самом ближайшем, в первом квартале 2026 года. И вроде как это не та фича, которая займет большое количество ресурсов у нас. Точно сказать, когда она будет задеплоена Я понял. на базовую игру, я не могу. Минимум пара месяцев, максимум, скажем так, до 6 месяцев. Это максимум. С учетом того, что, возможно, просто мы будем делать какие-то более приоритетные вещи, прежде чем мы сможем перейти к спектаторам. Угу. Так, я, с вашего позволения, сейчас перейду на Donation Alerts, потому что, из чата-то запросы были, я на некоторые задал. Сейчас просто хотелось бы еще люди, которые деньги в монитор кинули, их вопросы зачитать. Вопрос к разрабам, если его не успеют спросить. Очевидно, что часть можно будет опустить, если спросили. Почему такие важные вещи для РТС, как реплей, история игр, кнопка сдаться и так далее, не были сделаны к релизу? А добавлены ли еще нет, только через несколько месяцев вместо работы над новым контентом? Отвечаю. Спустя 5 лет разработки я могу констатировать тот факт, что если бы мы не релизнулись, мы бы до текущего положения еще лет 10 бы топали. Поэтому это действительно ошибка. Можно ли было ее избежать? Я не знаю, что вам ответить. Мы не ожидали такого еще в 19 и 20, когда мы с Никитой рассылали около 200 писем издательствам, бизнес-ангелам так называемым. Наш Пипелин, Пайплайн, он рассчитывал
15 месяцев, чистое безумие. Вот, 15 месяцев, помнишь, Никит? Соответственно, Да. соответственно, мы не могли ожидать такого объема работ, с которым мы столкнулись. Мы любили и любим жанр, у нас была мечта, мы ее частично воплотили и продолжаем воплощать. Отлично. А почему убрали старую экономику с обрезанием инкама от мертвых юнитов? Почему бы не вернуть старую экономику, чтобы игрокам было страшно терять юниты? Это хороший вопрос. Тут что ответить, почему убрали? Мы будем тестировать эту механику на ПТЕ. Я могу поделиться своими собственными наблюдениями. На мой взгляд, как я уже ранее касался, да, игра наказывает атакующего, игра наказывает за накапливание на поле боя. И я бы хотел именно здесь как раз-таки эту пипетку я бы и хотел применить, плюс 5, минус 5, тонко подкалибровав вот эти значения. Возможно, мы и вернем частично ту механику, которая наказывала тебя за бездумный спам. Бездумный спам, спам крылатых ракет, спам кабовозов, БМП с пехотой. Соответственно, здесь есть над чем подумать. Это находится в фокусе нашего внимания, так или иначе. Вопрос, который не мог быть не задан, я так понимаю, но он просто всегда задается и везде. Теперь будут ли добавлять рои FPV дронов, чтобы приблизить игру к реальности? Также у американских самолетов есть устройство на трасе, которое притягивает ПВО ракеты, увеличивает живучесть самолетов. Короче, вопрос, наверное, о каком-то новом уникальном оружии. Будет ли что-то в этом смысле происходить в игре в ближайшее время? Но ROI FPV дронов, скорее всего, нет, мы не добавим, потому что это не совсем укладывается, да, в концепцию. То есть игра, она делалась под доктрины до 2023. Угу. То есть вот это та самая доктрина, и это даже не доктрина, это, по сути, парадигма военная, которая существовала там с конца Второй мировой войны, да, это парадигма и советская, и штатовская, и принципиально ее как-то менять какими-то вещами, да, которые, то есть это уже будет не Broken Arrow. Это может быть какой-то отдельный режим для сингла, может быть для каких-то PvE, PvP режимов когда-нибудь потом, да, но это не оригинал, не ванильный, скажем так, Broken Arrow, который вот изначально задумывался и делался. Так, отлично. Тут еще, знаешь, и туда же, кстати, я бы расширил, что туда же идет, у нас есть давняя мечта сделать Toyota армию, то есть с Тойотами, вот целое там древо развития, знаешь, как есть картинки с мемами в пустыне, да, с Тойотами различные там ПВО, ЗУ-23, и вот это вот все, и ты этим управляешь, это было бы прикольно, интересно, но опять-таки это как отдельный, я бы сказал, сеттинг, да, который можно сделать на базе Broken Arrow как песочницу. Вот то, о чем ты говорил, да, что это такая должна быть песочница. Это действительно наше видение, то есть мы хотим сделать крутую песочницу, в которой можно реализовать все, что угодно. Добавлю про дрон Камикадзе. Есть у нас такой локальный мем, опять же, Basco Space Program. Соответственно, я видел своими глазами года за 2 до релиза, как Predator дрон по правому клику на танчик противника, он в него пикировал и поражал его собой. И знаете, это было красиво, это было приятно. И что касается Toyota Army, тоже об этом мы много думали. Я вижу такую картину. Представьте самосвал, а лучше какой-нибудь карьерный самосвал, обшитый железом, миллиметров 30, с количеством ХП там где-то под 50, который загружен 2, 3, 4 тоннами взрывчатки, который на быстром марше, под обстрелом, под огнем, едет в какой-то компаунд, на какой-то укрепрайон, и с обратной стороны мы видим отряды противника, которые на спринте оттуда драпают. Вот я вижу эту картину,
касательно Toyota Army. Она прям стоит перед глазами. Я уверен, что это будет весело. Ну, это точно геймплей поменяет в очередной раз. Это прям, ну, разнообразие прям было бы по полной. Особенно для людей, которые бы потом кастомки проводили. Сейчас будет два просто текста, скорее, потому что я не могу их не зачитать. Это все еще в донатах. Дмитрий Док. По поводу холодного пуска S300 можно не убирать анимацию холодного пуска, а уменьшить время сведения установки на цель на 1 секунду. Это компенсирует задержку после пуска ракеты после начала моего полета. Прости, перебью. Мы не можем сделать время старта меньше на 1 секунду, потому что оно не может быть меньше 0. То есть мы уперлись в этот 0. И больше сделать ничего нельзя. Там время на старт, он нулевой. Тут еще есть отдельный момент, отдельный. То, как работает ПВО с вертикальным пуском на полигоне, там, на нашей любимой тест-мапе, это совсем не то, что ты можешь увидеть 5 на 5 против себя. Там бывают разные результаты. Так, следующий. Серега, Самара. Привет от Александра Куликова из Самары. Ранее пересекались в European Escalation, Ireland Battle, Red Dragon, болтали о любимом Т-80, БАУ, БВУ, успехов в собственной игре. Это просто поддержка от Александра Куликова. Благодарю. И привет ему тоже от меня. Планируется ли введение матчмейкинга 1-1, как в другой игре? Ну, уже отвечали на этот вопрос, друг. Вопрос от комьюнити. Можно я немножко подушню насчет 1 на 1. Разумеется, этот вопрос тоже обсуждался. Это даже не процент. Это, к сожалению, при всем уважении, даже не 1% от игроков. Но есть обратная сторона. Благодаря Максиму я достаточно много тестировал 1 на 1, потому что не все из разработчиков, они постоянно готовы, да, к игре 5 на 5. Соответственно, это круто. Что-то в этом есть, на чем подумать. Отлично. Вопрос от комьюнити-креаторов. Когда будут расширены тулзы в текущей версии редактора? И просьба добавить возможность сделать свои карты с нуля для обычных рыбаков. Это, кстати, этот ответ я могу сам дать ему, что там должно быть сказано. Мы вам сделаем карты для разнообразия, которые в дальнейшем можно добавить в map-pool. Ну, во-первых, над редактором мы не останавливались. То есть где-то активнее, где-то менее после релиза мы его апдейтили. Знаменитая Lua нода, у нас есть один разработчик, Дима, который активно ее пилит. И большое ему спасибо за это. Да, он прям очень горит этой штукой. И каждый апдейт мы что-то довыкатываем. То есть в дальнейшем мы не планируем, естественно, останавливаться. Мы будем делать и делать и делать. И расширять, скажем так, редактор сценариев с тем, чтобы можно было сценарий было создавать проще. То есть у нас запланирована работа над ИИ, и мы хотим, чтобы ИИ, он переиспользовал ту логику, которая у нас есть в скирмише, но чтобы это было что-то такое, как черный ящик, да, который ты подключаешь для своего сценария, и он начинает тебе там выдавать какое-то поведение со стороны бота. Вот. А касательно карт, к сожалению, на текущий момент карты, техпроцесс по производству карт, он очень сложный. Он включает в себя создание карты вне Unity, потом импорт ее в Unity, создание дополнительных, работа с ассетами и работа с дополнительными данными, которые игрок не видит. Это связано с подфайндингом, это связано с зданиями и так далее. То есть чисто даже в теории, если у кого-то получится сделать карту, чтобы эта карта, если эта карта не будет пустыней, FPS на этой карте, он будет очень грустный. Прям вот совсем грустный. То есть мы со своей стороны, как разрабы, делаем очень много, чтобы карта была оптимизирована. Поэтому какого-то солюшена стороннего, чтобы игроки могли редактировать карту, мы не можем выдать там даже в ближайшей перспективе. И вряд ли это будет на самом деле как-то, не то чтобы рентабельно, да, что это даст какой-то положительный эффект. Но мы будем думать над тем, чтобы интегрировать идеи по поводу карт от комьюнити в саму игру. Вот
на этот счет есть идеи. Так, Да, мы знаешь, что можем предложить? Мы можем предложить составить пул карт и просто сделать их за вас. То есть, как мы их уже там отберем, как мы там будем голосование проводить, это все второстепенный вопрос. Но главное, что мы можем составить пул запрашиваемых карт от комьюнити и сделать их самостоятельно. так, я Да, на самом деле это давай, возможно. То есть извиняюсь, что перебиваю. Просто сейчас я финализирую, Ага. да, здесь, что возможно со стороны комьюнити составить документ, файл, да, там определенного векторного формата, который мы бы потом могли перевести уже в формат карты полноценный. Там есть некоторые требования к этому файлу, да, но это вот то, что мы могли бы сделать, но опять-таки после того, как мы войдем в какой-то нормальный workflow производства контента, DLC-шного и поставки нового контента в игру на регулярной постоянной основе. Желательно после отпуска. Да, еще очень хочется в отпуск, это правда. Вас не отпустят. Опять сейчас сидят все люди, которые ждут, что вы после стрима пойдете игру допиливать, похоже. Все, что вы сказали, теперь будут вам припоминать каждый день. Ну, с Новым годом, кстати, с наступающим всех. Так, давайте быстро пробежимся по вопросам, которые у меня в донатах. Просто быстро, прям действительно их много, но не задать их не могу. Будете ли вы делать обновление лобби, чтобы не выкидывало из пачки? Тут можно да или нет, наверное, только. Странный вопрос. Почему, когда ты играешь на 1300 ело, ты попадаешь к 500, 600 или 1600, 1900? Вот это вот вопрос уже второй. Ну, это мы как раз отмечали, да. Да, это уже было. Это либо делаешь некачественный подбор, либо делаешь его быстрый. Угу. Так, будет ли фикс залета джавелинов за стены? Доказано, что они способны наводить давай. Давай скажу, да, мы этот вопрос недавно поднимали, но есть один момент, который бесит. Есть такое. Будем этим заниматься. Понимаешь, нам не хочется, с одной стороны, угробить изюминку джавелина, да, а с другой стороны, бывают токсичные моментики. Подтверждаю. Когда переделают миникарту на что-то более понятное, как в GOG, я не знаю, что такое GOG, если честно, где схематически видно свои и союзные юниты, а также засвеченные вражеские юниты. Ну, я тут скажу одну коротенькую фразочку. Я вынужден констатировать, что наша минимапа полностью провалилась. Так. Полностью. Но здесь важно учитывать момент. Это первая итерация. То есть это я видел дизайн. Его нужно просто закодить. Дизайн есть. Текущая минимапа это уровень прототипа, какой-то альфа-версии. Как только доберутся ручки наших уважаемых программистов до воплощения уже реализованного красивого дизайна, мы обязательно ей займемся. Тоже касается там и смежных относительно инструментов в виде удобства, да, там line of sight и тому подобное. Все это, к сожалению, по вышеуказанным причинам в виде ограниченных возможностей человека-часов первая версия. Хороший вопрос. Где можно посмотреть вакансию? Я так понимаю, человек пробивает возможность работать у вас. Вам такие нужны? Ну, тут вопрос штата. Да, понятно, что он задан странно. Вопрос, наверное, штата вам. Нужны ли новые люди? Набираете ли вы? Вакансии периодически мы публикуем на Хахару. Мы есть. Отлично. Можно подписаться. Так, почему при асимметричном подходе к балансу сильные стороны РФ были убиты, а слабые стороны США в виде, например, малого числа ближнего ПВО правились, извините, добавлением новых юнитов? Тут у меня есть ответ. Я предлагаю сосредоточить внимание в более конструктивное русло, потому что вопрос этот уже не актуальный. Актуальный вопрос, что мы делаем дальше. Я не знаю, что ответить, почему. Можно ли надеяться на моды, возможно, сделать в своих юнитах или хотя бы менять существующие? Или это же вопрос еще более долгого ящика, чем все сказанное? Это вопрос, который мы как минимум обсуждали внутри технической команды. По чуть-чуть мы будем добавлять. То есть изначально, поддержка модов на самом деле
она требует банально разработки. Да? То есть сделать так, чтобы оно тупо работало, это одно. А сделать так, чтобы оно работало, и при этом можно было еще и редактировать, то есть делать моды, это вообще другой как бы скоп работы. Поэтому постепенно, по чуть-чуть, у нас есть даже в текущей роудмапе на 26 год несколько вещей, которые мы планируем сделать для поддержки вот, модов. И да, постепенно будем добавлять. Но опять-таки не приоритет на 26 год. Ага. Внезапный вопрос. Будут ли отдельные сервера для Китая? У меня был случай, когда 3 игры подряд были отменены из-за того, что игроки из Китая не смогли загрузиться. Для Китая есть сервера в Азии, которые должны быть доступны для, ну, на которые преимущественно попадают игроки из Китая и в целом из азиатского региона. Мгм. Но будем ли мы как-то разграничивать? Нет, мы этого делать категорически не хотим. Ну, вопрос уровня, кого в следующем будут планировать добавлять Британию или Бундесвер, и могу и даже я ответить. Вообще-то прибалтийские страны уже в анонсе как давно лежат, можно посмотреть шоты, и уже целая новость об этом была. Зачем в игре откровенно старые и мусорные юниты? Например, Урал с Зушкой, ПТ-76, МТЛБ, по вкладке поддержка из 2К суплаем. У Амеров, например, М113 на 10 человек. В чем смысл таких юнитов? Они максимально непривлекательные. Сильный вопрос. Мне нравится. Они бессмертны. Они же используются повсюду. Просто до сих пор. Нравились, они популярные, это дань уважения тем юнитам. Я больше скажу, там кое-кем было продавлено решение о Т-62М с бровями Брежнева в следующем DLC, поэтому, ну, не прям в следующем, но вы поняли, о чем я. То есть нам нравятся юниты, мы не хотим идти, конечно, в сторону Т-10 там или из 4-го, там, 2-го, 3-го, но почему нет? Наша задача сделать их играбельными. Главное. Так, друзья, прямо сейчас в чате, те, кто обратили внимание, какие-то цифры появились прямо на экране посередине. Это, друзья мои, заранее поздравляю того человека с Новым годом, который сейчас активирует эту игру. Заранее поздравляю, надеюсь, ты отпишешься о том, что ты все активировал. Убрал. Кто первый напишет, кто первый вобьет все эти буковки, тот и получит игру. Пошел розыгрыш в прямом эфире, скам-рулетка началась. Далее, как планируется изменение кабов? Может сделать универсальное время наведения в 2 секунды у всех, и что по урону больших фабов? Складывается ощущение, что не фаб 9000 падает в облако, а облако сахарной ваты, что фаб 9000 слабый. Слушай, ну по поводу 2 секунд уже сделано. Угу. А по поводу урона, ну есть там моменты, когда очень большая бомба падает и маленький эффект относительно ожиданий. Так. Мы подумаем. Так. Может быть, это серверный лаг, может быть, это еще что-то. Я помню свою панику, Но когда я тоже- ядерную бомбу кинул, у меня не было ни одного красного черепа внезапно. Было такое. Ну тут смотри, как игрок, с точки зрения игрока скажу, что почему, когда падает вертолет на низкой высоте, ты теряешь там 500 поинтов, что у тебя внутри сидит. А почему, когда ФАБ 3000 падает рядом с грузовиком, набитой пехотой, она вываливается. То есть есть такой диссонансик, над которым надо бы произвести какую-то работу. Так, уважаемые разработчики, планируете ли вы сделать глобальную карту с тактическими боями, как в игре другой? В планах есть. Есть идея сделать, во-первых, кампанию, которая будет какая-то реиграбельная, то есть не совсем скриптовая. И есть идея, чтобы сделать какую-то стратегическую кампанию, да, с фишками, что называется классика варгейма. То есть варгейм поверх варгейма. Но к этому есть требования, да, определенные, которые мы хотели бы, то есть требования к качеству этого контента, и у нас на самом деле они, достаточно высокие, я бы сказал, как бы парадоксально это не звучало для некоторых, и поэтому придется подождать, да, возможно, 27-го года.
Так, ну отвечаю некоторым донатерам, я личные вопросы, какие-то там, остальные вопросы, которые вижу, которые вы пытаетесь мне пробить, я не задаю. Там какие-то личностные, какая-то вражда, короче, это я скипаю, это мое право, это я делаю. Так, так, тут вопрос такой. Реальная энциклопедия, знак вопроса, если берем стелс-вертолет, который в реальности не особо и работал, а вы ему дали значение куда больше, чем вообще было, давайте тогда коалицию с двумя стволами. Или банально УАЗики, которые едут больше 40 км в час. Короче говоря, 2,5 и 1,75 стелс иногда это больная тема, да. Этот вопрос обсуждается. А будет ли переработана баг-фича, когда бездвижный танк крутится на месте, из-за чего урон пехоты, обошедший его, сильно режется? Как еще раз? Не совсем понял, какой именно баг. Еще когда бездвижный танк крутится на месте, из-за чего урон пехоты... Все понял. Красная гайка, да, так называемая? Угу. Да, танк крутится с красной гайкой. Ну, слушай, да, скорее всего, это баг, но с другой стороны, разве танк на одной гусенице не может повернуться вокруг своей оси? Тут надо разбираться. Ну, там баг не звучит как что-то... Да. Не звучит как что-то, с чем нужно там бежать, тушить. Так. Ну, я, конечно, посмотрю, может, ошибаюсь, такое тоже бывает, разумеется. Может быть, это действительно массовые жалобы, но я не видел массовых жалоб по этой теме. Я знал, что есть такая проблема, но не более того. Донатес наказать ответственного геймдизайна, это вообще скип, извините, но это даже не вопрос. Так. Когда фикс сброса бомб на взлете? Стелс-бомберы Амеров не сбиваемы из-за того, что они кидают высотные бомбы. Да, я знаю. Я знаю, а еще торчик стоит, ручкой провожает. Насколько я знаю, это уже пофикшен в ПТЕ, в текущем патче. Да, это являлся багом, да, таким эксплойтом, который активно применялся любителями однокнопочного сброса, там, да, есть такое. Так, ну и слава богу, последний вопрос мы успели все прочитать. Вопрос, наверное, я сам тогда сформулирую. Будет ли какая-то модерация игроков? Говорят, что там где-то есть читеры, где-то какие-то есть люди, которые тебе мстят часто на старте и так далее. Вот как разобраться с проблемой того, что игроки, например, сами мешают играть, действительно саботируя игры? Слушай, ну они отправляют тикеты рассматриваются. У нас есть специальный человек, который, начиная с релиза, выполняет эту роль. Угу. Я бы не сказал, что там прям катастрофа и количество тикетов оно только растет. Нет, работа ведется вполне. Стоит ли нам сейчас 5 туда направить? Я как бы не уверен. Так, ну давайте тогда вернемся к чату. У вас чат сейчас открыт, вы что-то хотите сами на какой-то вопрос ответить? Я пока дам вам время, да, попробую задать я. Вот постоянно один и тот же вопрос, человек уже, наверное, час пытается пробить, почему Птуру РФ не летит в дым, прямо куда-то улетает. Проблема. Потому что был запрос на это. Если вы посмотрите на поведение Птура в режиме тестовой карты, там 0,25% скорости, вы увидите, что когда вы пускаете дым на танке в 5 метрах от него находясь, Птур умудряется пролетать мимо. Я долго интересовался, как он это делает, и на 0.25 я это рассмотрел. Вы можете тоже это увидеть. Это не случайность, то есть это геймплейное правило, что контрмера, она должна быть контрмерой. Было бы правильным сделать так, чтобы Птур летел в то же место. Вопрос дискуссионный и требует, опять-таки, тестирования. Пока я вижу больше проблем, чем положительных моментов. Слушай, тогда личный вопрос. Вот я вспомнил, что у меня, когда я играл на турнире, у меня была очень странная ситуация, которую я раньше не обращал внимания. Такая вот сценка: едет вражеский грузовик, по нему работает СМАФ. СМАФ работает, ну, собственно, грузовик идет вдоль СМАВа. СМАФ работает не по ходу движения, а по грузовику, и конкретно все свои выстрелы потратил позади него. Не попадает. Не попадает просто, да? То есть это просто... Так, значит, поясняю. У нас вообще был цирк года, наверное, 4 назад. Я катался на танчике и уворачивался от бобсов, которые у меня летели влево, вправо, влево, вправо.
Вот. Есть такой момент, гранатометы, особенно дальнобойные, которые летят дальше, но медленнее из-за дистанции, они имеют свойство мазать, но насчет грузовика я, конечно, шокирован, но с баги такое сплошь и рядом происходит. Мгм. Козлопасы, они подтвердят, на козликах они вполне могут проезжать мимо пехоты. Слушай, ну, убивает ли это игру? Мне кажется, это прикольно. Ну, конечно, там, без абьюза, без злоупотребления, надо посмотреть. Ну, вопрос опять почему-то когда, хотя я бы это убрал, когда уберут возможность friendly fire от обиженок, если рядом нет вражеских юнитов, то есть когда человек целенаправленно друг по другу, ну, работает по союзникам, в общем. Я извиняюсь, переспрошу, а я не в курсе, сейчас на данном патче есть система голосования, чтобы кикнуть игрока? Нет, пока что нету системы кика. Но убрать возможность наносить дамаг, да, это будет против правил основных, я бы сказал, да, как работает игра. То есть у нас все-таки достаточно... Если какой-то командир взбесился, да, то, как и в реальной жизни, он будет наносить дамаг, пока его, собственно, свои не угомонят. Поэтому, Мгм. не знаю, ответил, я думаю, на этот вопрос. Так, очень странный вопрос. Почему, исходя из дорожной карты, новые фракции вводятся не вместе для фракции, а сначала одним и с огромным перерывом только уже другим? Аноним, перефразирую вопрос, друг, тут как будто вопроса нету. 100 рублей спасибо, конечно, но вопрос буквально отсутствует, я что-то не совсем понял. Так, новогодний, спрашивают, новогодний ивент будет как с Хэллоуином какой-то? Есть там какие-то, может быть, сливы? На стриме. Ну, Хэллоуин был прикольный ивент, как мне кажется, и он взбодрил игроков, дал какой-то новый контент, но сейчас мы выбрали приоритет, да, перед Новым годом, и приоритет был именно DLC. И в дальнейшем, да, у нас больше будет... То есть на следующий Новый год, скорее всего, мы что-то сделаем. Ну, обещать не могу, но хотелось бы что-то Ты сделать. смотри, Вот, как а можно этот вырезать, как решили сотрудник скипнуть. АвтоВАЗа. Мы на следующий год, скорее всего, что-то сделаем. Это можно так из контекста вырезать, и все это будет использоваться. Можно, а зачем? Да, Ты можно, а имеешь в виду? зачем? Примерно так, наверное, это звучит сейчас, и можно вырезать из Слушай, у контекста. нас была мыслишка, обсуждения шли в команде, не нашелся человек. Просто нет человека, который может это взять и сделать сейчас, в текущей ситуации. Идея была весьма забавная, там связанная с Дедом Морозами. Ага. Ну, получается, на следующий Новый год. Ну, ладно. Вот назревший вопрос, наверное, мы уже его спрашивали еще раньше, и вот интересно теперь его задать еще раз. Понятно, что как бы мы теперь понимаем весь фон разработки, видим, что ну, за все схватиться невозможно, но все еще. А мнение о флоте, там что-то, какие-то подвижки есть, или это все так же рассматривается как долгострой, темный ящик далекий? Флот не за горами, но здесь важно пояснить наш взгляд на флот. Мы были свидетелями провала флота в других играх. Мы были свидетелями того, что нормальный и реалистичный флотский геймплей это там 4х, 16х скорости, то есть оно уже точно не входит в наш мультиплеер, правильно? И до релиза я уже говорил, что нам не хочется давать прямое управление кораблями для игрока. Ну, начнется всякий трэш, ты сам понимаешь, будет мусорка происходить. Соответственно, сейчас мы находимся в стадии планирования, обсуждения, концепта, как будет флот работать в обновлениях, когда мы будем его добавлять. Однозначно подтверждаю, что огромный интерес покрутить кораблики в ангаре. То есть, как минимум ради этого они уже заслуживают быть добавленными. И подводные лодки, кстати, которым я неровно дышу. Вот. Соответственно, нам не хочется сделать халтуру. Нам не хочется сделать спам ракет, кто там кнопку нажмет, кто как можно больше ракет пустит единомоментно. Все мы это уже проходили. Нам не хочется сделать симулятор загрузки ракет в трубу в случае с флотом. Нам хочется сделать что-то эффектное, красивое, атмосферное. Нам однозначно хочется сделать высадку на побережье, то есть это такой творческий вызов перед нами стоит. Мы, в принципе, вдохновляемся теми играми, у которых это, в принципе, получалось, например, Battlefield.
где был островок, и с двух сторон, особенно второй Battlefield, с двух сторон, вы помните, были базы, да, авианосцы, но там они не плавали, и никто ими не рулил. Максимум там отстреливался из кабины. То есть в процессе. Хороший вопрос. Какие любимые карты у Я разработчиков, добавлю какие тут еще нелюбимые Ага, давай. Ага, про флот еще добавлю момент, что лично у меня есть такое желание это увидеть, как Айова, да, бомбардирует и побережье, так сказать. Бирен Бомбирен, да. Хочется... То, на чем мы однозначно сходимся все между собой, это что флот должен быть зрелищный. То есть это должен быть такая вот eye candy для всех. Ты должен смотреть на это, получать удовольствие эстетическое от того, как оно летает, как оно плавает, как оно летает, да, то есть это должно быть удовольствие. Вот это вот то, на чем мы сходимся. Ну, чтобы игра, где есть пехота, танки, артиллерия и флот, Broken Arrow. Так, все правильно. Я вообще, очень хочется посмотреть, то что, очевидно, что у соседей флот играется достаточно медленно. Везде, где есть флот, это безумно скучно просто. И практически даже и не играется в основном. Если есть выход к морю, могут его и скипнуть. Поэтому, да, здесь сложно сказать вообще, как он будет играться. Планируется ли стрельба с кабрированием и стрельба из танков по навесной? Ой, зачем? Только хотел сказать, да, как там было? Слушай, она уже была. Знаешь, когда у нас было первое демо, это еще до первого БТ, у нас было одиночное демо, у тебя было 2 кобры, Вайпера, а десант села прыгал, помнишь, на эту крепость звезду, которую мы, кстати, так и не закончили, надо будет добраться до нее. Вот. И она била нарами по парашютистам. Вверх, снизу вверх она это делала. И они, нары, дальше по физике летали и красиво веером рассыпались по карте. И это было офигенно. Офигенно, тут не поспоришь. Так, подумаем. Отлично. Будет ли геймплей на реворк точек? Сейчас воевать за... это, в принципе, был ответ на вопрос. Единственное, что он добавил, есть предложение, что таймер захвата точки должен зависеть от количества времени сидения юнита на точке стоимости самого юнита. Что скажете? Поздно, вот что я скажу. Так, мы уже 2 часа в сети. Мы сейчас, наверное, будем немного закругляться, потому что 2 часа уже ответ на вопрос. Мы сейчас уже практически все объясним за эти 2 часа. Да и, в принципе, на большинство ответили. Давайте еще, наверное, 15 минут. Есть ли те вопросы, которые, может, из чата сами хотите ответить? Нашли ли вы такой вопрос или продолжу я задавать? Я вот смотрю, много раз спрашивают, какое пиво любите. Вот лично вопрос. Я фанат Короны. Слушайте, я так понимаю, я тоже должен высказаться, потому что Жигулевская с АО «Жигули», которые можно в баре на дне купить в Самаре, я считаю, что лучше. Так. Будет ли шанс пропуска баллистической ракеты системой ПВО? Давайте подождем тест-билд. Это остались те вопросы, которые по факту... Они либо отвечены, либо в действительности уже просто на следующем обновлении получим ответ. Может, есть какой-то, наверное, смысл раскрыть, что у нас там будет в будущем DLC? Вот, на самом деле, у меня вопрос такой. У нас же в игре есть стороны и есть специализации. У меня вот поясняющий вопрос. А мы вот этим прибалтийской специализацией, мы получаем специализацию, и мы можем мешать ее с США, правильно? Да, это будет спека США. Понял. И она будет одна. То есть в целом мы просто размешиваем. Да. Все, понял. Так называемый минор. Такой подход, он позволяет добавлять в будущем интересные нации, которые по критериям не подходят в топ-20 армии мира. Но в качестве одной спеки, почему нет? Угу. Разработчики, инфляция рейтинга. Будет ли квартальные сезоны Зал Славы? Топ игроков каждый квартал записывается в Зал Истории. Короче, хотят ледер, они хотят лестницу, походу. Сезоны будут, да, уже говорили. Отлично. Так, и... Почему некоторые зенитки по типу Шарада и Пиваца в состоянии сбивать крылатые и баллистические ракеты, тогда как реально из радары... такого не позволяют. Что такое из радара, не знаю. И будет какой-то ап баллистики. Вот баллистика — интересный вопрос.
Так, ну, по первому вопросу, что сказать, почему пивас сбивает седа? Ну, как она, как это вон летит? Мне больше нечего добавить. Ну, наверное, это игровое допущение, игровая условность, чтобы не вводить игрока в заблуждение лишними цифрами в ангаре. Не все люди знают, не все люди будут читать в ангаре, в сложных этих табличках, кто перехватывает себя, кто не перехватывает. Поэтому тут есть важный момент, когда мы разрабатывали игру, конечно, мы делали ее для себя, но нам не хотелось быть какими-то с гипер реалистичным жанром, очень скучным. Мы это называем весьма грубым словом, я его не буду здесь озвучивать. Вот, но мы планировали игру как можно ниже сделать порог вхождения. Это факт. Мы были свидетелями высокого порога вхождения. Таким образом, это игровая условность. А по баллистике, пока я могу сказать, что нам не нравится, что для того, чтобы баллистика была эффективной, ты должен выпускать 4 ракеты каждую минуту, перезаряжать их, и потом еще 4 ракеты. То есть подход весьма странный. То есть выглядит как у кого кончится ракета, у ПВО противника или у тебя. Как только ракеты у ПВО противника кончились, резко противник начинает нести огромные потери. Нам вот эта так называемая суперпозиция, она не очень по душе. Нам бы хотелось иметь возможность спустить одну ракетку, пусть и пореже и подороже, но чтобы был шанс весьма существенный, чтобы она долетала. Ну и, соответственно, дальность, да, то есть нам бы хотелось, чтобы они летали подальше, потому что у этого есть запрос. Есть весьма вкусные цели в тылу, весьма вкусные цели, которые не прикрыты ПВО, и они имеют право быть пораженными баллистикой. Это, я думаю, оживит ситуацию, разбавит. То есть просто надо лишний раз, наверное, для людей, которые не совсем понимают, говорится о том, что ну, игра про баланс реализма и, наверное, геймплейных фич, потому что реализм бы не игрался, он просто бы не игрался, так как он сейчас играет. Реализм заканчивается, да, реализм заканчивается ровно в тот момент, где начинается свобода геймплея. Так, будет ли изменена механика паники у пехотных юнитов, когда она начинает получать меньше урона, и условный танк тратит очень много снарядов на один на один отряд Не пехоты очень в поле? много. Не очень много, а капец как много. 10 снарядов. 10 снарядов по красному отряду пехоты, который прет. В общем, опоздали вы с вашим вопросом. Так, спасибо за ваш нелегкий труд. 2 вопроса. Можно ли сделать так, чтобы после конца катки лобби не распускалось, оставались те же участники, с которыми ты играешь, когда ты играешь с друзьями? Будет ли фикс поиска? Можно. Отличный вопрос. Можно Есть на в зачем, да? планах. Так, будет ли фикс поиска, чтобы 1300 ИЛО не играла с 2000 ИЛО? Ну, это уже отвечали, в принципе, много раз. Так, при дыме, опять мне вот человек прям настойчивый. Я вижу люди, которые достаточно сильно хотят вот прям пропушить свой вопрос на протяжении часа просто его отправляют. Я все-таки дам ему возможность при дыме. Джавелин залетает в точку последнюю, а Корнет просто уводится от дыма. Почему оператор уводит птур в сторону? Ну, я отвечал, почему? Потому что был такой приказ. Не оператору, а чтобы механика работала таким образом. Является это чем-то окончательным? Я не могу сейчас дать ответ на этот вопрос, потому что нужно тестирование. Наша работа по тест-билду, она включает три стадии. И до стадии, когда мы будем заниматься этим вопросом, мы еще не дошли. Какое будет решение, я не знаю. Останется это или нет, вполне возможно, что да, если на весах перевесит именно адекватность, прогнозируемость, читаемость игры, исследование каким-то геймплейным правилам. Не всегда хорошо создавать еще один слой правил. Мы делаем игру для людей, для широкой аудитории. Так, ну давай прям еще 5 минут потратим на ответ, прям немножечко. Очень важный вопрос. Вот он, золотой вопрос. Мне кажется, это просто маркетолог Broken Arrow пришел. Вопрос, будет ли больше фан-сервиса, такого как скины на технику, например, наклейки аниме-девочек на танки и так далее? Это точно ваш вопрос, 100%. Мы держали это в уме, скажем так. Я не могу давать обещаний насчет розового, долгожданного многими цвета. Я не знаю насчет розового. Ну хотя бы Land Rover.
А если это будет в ангаре, там, да, и не будет отвлекать от игры других игроков, которые будут расстреливать розовый ровер. Но вообще план и желание сделать больше камуфляжей, он есть. То есть творческий интерес у нас к этому есть. То есть когда я сам уже в прошлом красил модели, пока наши уважаемые моделеры не стали делать это лучше, когда я это уже забросил, я кайфовал от того, что воспроизводил различные камуфляжи. Вот доказательство тому К-52, вот этот камуфляж крокодильчика, отрисованный ручками. Это приятно. Мы как раз-таки относимся к той категории людей, которым приятно переключать камуфляжики на технике, смотреть это в бою. Поэтому, да, мы этим будем заниматься. Но опять-таки, когда потушим пожар. Мгм. А вот, кстати, о пожаре. Когда вернут урон Санцепёку и Напалму? Когда мы доберемся в тест-билде до этой, до этого массива юнитов, наземной составляющей, артиллерии, касательно Санцепёка, понимаете, есть и обратная сторона Санцепёка. Это когда ты в его прицеле находишься, поэтому это вопрос сложный. Я считаю, что арта не должна стрелять горохом, это факт. Арта должна быть смертоносной, жесткой. И мое желание это работать с артиллерией через количество залпов в закатку. То есть оперировать именно этим параметром. Не душить сам залп, а душить его количество, чтобы игрок не стрелял по КД в однокнопочном режиме, как только он засунул ракету, да, в трубу, а чтобы он думал, когда именно ему реализовать Санцепёк. Поэтому в вопросах артиллерии, в вопросах Напалмового града я в курсе за Напалмовый град. Кстати, тут нужно чуть-чуть подушнить, потому что его вообще не должно быть, этого Напалмового града, начнем с этого. Но раз уж он уже есть в нашей игре, каждая единица артиллерии должна быть эффективной. Это факт. Вопрос в количестве залпов на 40 минут времени. Тот же самый вопрос, наверное, я сейчас упряжу чей-то вопрос касательно Х-32. Здесь такой же подход. Я играл против Х-32, это было омерзительно. До патча, до 11 там, или какой патч убил эту ракету. Это было омерзительно, потому что в воздухе было 8 Ту-22 время от времени, то есть их даже не 10, а могло быть 10. Это было ужасно, ракеты летели по КД, их невозможно было сбить. Я выкатывал танк, мне его на ходу снимали. Поэтому коренной момент, с которым мы работаем, это таймер. Таймер на откат, таймер на перезарядку и тому подобное. Так, ну вот вопрос от нашего товарища, который такие кастомные игры проводил. Будут ли образованы какие-то сообщества комьюнити-мейкеров, дабы активные модмейкеры могли поделиться своими соображениями? Вопрос есть. Да, у нас есть и человек, тот же самый человек, который рассматривает заявки, тот же самый человек, который работает с комьюнити, он этим занимается, насколько я знаю, уже сейчас начал. Угу. Так, прям буквально еще 4 минуты нам осталось. Там вот еще был вопрос. Да. Почему приходится ждать новый контент полгода, учитывая, что юниты Балтийской деки лежат в файлах с релиза? Я бы тут добавил, что Балтийская дека, Балтийская специализация, она будет содержать не только те юниты, и более того, они некоторые были переработаны, и качество было улучшено. Плюс там есть куча работы, которая тот же там новый Battle Chatter и портреты, иконки, то есть все это тоже требует некоторого количества работы, и поэтому... И опять-таки, да, мы DLC начали делать не сразу после того, как мы выпустили игру, а спустя очень большое количество времени. То есть мы его начали делать буквально вот, ну, условно, чуть больше, там, месяца-двух. И поэтому столько времени занимает. Я вот из всех вопросов опустил, значит, вернее, выделил из всех вопросов касательно когда, что и где добавят. Мне интересен вот этот вот. Будет добавление юнитов чисто для поддержки наподобие AVAX, например, российский А-50? Будет. Отлично. И заметьте, я сказал не можно,
А сказал А будет. зачем, да, еще надо было. Будет. И... Ну, тут вопрос, конечно, интересный. Тоже можно, а зачем? Добавит ли штурмовым самолетам Су-25 и А-10 хотя бы минимальное обнаружение наземных юнитов? Самостоятельно, видимо. Ага. Работы ведутся. Ну, хотя бы можно и не зачем, да. Ну, слушай, ладно, я не буду здесь прикидываться. Мы добавили, мы поиграли, нам не понравилось. Играли мы долго, играло много людей. Нам очень понравилось, как они отрабатывают, это все осталось. То есть мы нашли много изъянов в той механике, когда Су-25 и Thunderbolt светят самому себе. Мы оправдывали это реализмом, низкий профиль полета, там, низкая скорость, да, ну хоть что-то же должно быть у этого самолета, чтобы его наконец-то начали покупать. Но оказалось, что мы приближаем вот ту ситуацию, которая была с двумя IC-130. Это возможность стереть человека с карты и не дать ему даже вызваться. Все это в ту копилку, вот этого дрона Раша и прочего. Поэтому, насколько я знаю, на данный момент сейчас от этой идеи отказались, но не отказались от второй идеи, которая их кардинально изменила. Кардинально их раздушнила, кардинально развязала возможности работать нарами без суицидального маневра, скажем так, политкорректно. Мгм. Так, ну, когда чат превратился в вопросы, а будет ли то, а будет ли это, самое время задать последний вопрос, который просто будет разгрузочным. Интересно узнать мнение разработчиков по поводу, значит, формулирован так. Любимые ваши карты? Broken Arrow, соответственно. Давай я первый. Наверное, Ты есть и пока- ненавистные, может быть. Может быть, есть те, которых бы вы пожалели. Ненавистная есть. А есть ненавистная. Отлично. Есть вот здесь вот она уже. Это Oil Refinery без города. Мне так нравился город, мне так нравилось вот это пространство между заводиком и городом. Там такой не X-образный, а такой, не знаю, какой писать, крупный перекресток, развязка. Мне очень нравился рельеф. Рельеф, он позволяет сблизиться с противником. То есть по статистике такие карты, они популярнее. Значит, моя самая любимая карта, это, наверное, Клайпеда. .А. Если быть точным, я там сыграл, когда мы тестировали игру 1 на 1, ну, я не знаю, по 1000 развертываний мы там с Максом откатали. Вы там, Макс, остерегайтесь, он вкатывается на своих БТРах там по самую стрелочку. Вот. А так, Ривер нравится. Нравится Ривер, потому что все-таки это дань соседям из прошлого. Нравится духом такого Island Battle, танковых сражений. Но она, повторюсь, на дне. Это самая последняя карта. Мне не нравится дамба в текущем положении. Я не знаю, как ее играть, и играть ее не очень приятно. Очень нравятся сувалки городским боем, если не ошибаюсь, .Б. Нравится Балтийск. H сразу, да. Признаюсь, точку водички. Вот. Мне нравится, как там один игрок плавает боевыми пловцами. К концу катки вылазит с той стороны и многое делает нехорошее. Ну а так, все остальные карты... Шоссе мне не очень заходит. Мне не очень заходит вот этот встречный бой на дороге, но я думаю, что это связано с артой и авиацией, однокнопочной. Вот. В принципе, что-то выдающееся, я все обрисовал, все остальные карты, они играбельные, нравится, вот Елгава. Елгава нравится именно этим островком, который за речкой, там 3 точки, если не ошибаюсь, одна кругленькая на перекрестке и 2 квадратненьких, и там много лесов, там можно много интересного сделать. И там еще минут на 5 диалоги о всех картах, какие же они все классные. Никита, к тебе вопрос тогда. Еще Да, тоже. понесло меня, понесло. Я еще хочу, ну ладно. Мы остановили тебя прям на ровном месте. Ну, я технически отвечу, что у меня самое любимое, это, наверное, Балтийск. Притом Балтийск, как самый первой итерации, он прямо самый ламповый, я считаю, был там, с первой, со второй бета. А самое нелюбимое... Мне не очень, на самом деле, нравится Парну, но это чисто, может быть, моя. И Дамба, и Power Plant.
Вот это, наверное, Дамба долгая. А вот напомните, как называется карта с снежным покровом, такая в полях в основном там посадки? О, Нарва. точняк, Нарва, забыл ее сказать. Она мне не нравится днем. Днем, потому что, и особенно вечером, когда солнце в глаза. То есть я Это Саша уже много ужас. раз Я рассказывал. играл там, да, в такой же погоде. Я забыл, что сейчас погода меняется. Она мне редко выпадала, но выпадала именно с этой погоды раньше. Это был ужас. Да, это, наверное, Да, личный мой. многоуважаемый Саша Точилкин, он пришел к нам в проект саунд-дизайнером, а на данный момент он человек, который ответственен за весь графон на картах. То есть с абсолютного нуля он делает графику на AAA уровне. Здесь я не преувеличиваю. И, насколько я знаю, вот буквально сегодня он показывал новые фото деревьев, то есть продолжается работа по более реалистичным цветам и улучшению, в принципе, лесного покрова на картах. И вот эта Нарва, понимаешь, утро или вечер, снег и солнце в глаза. Это уже половина поражения. Это правда, потому что только одной стороне везет, ну, иначе ты будешь с развернутой картой играть. Ну, я думаю, мы исчерпали вот все, что можно было ответить на то, что есть на плаву, и детали и так далее, мы обсудили, потому что дальше вопросы уровня, когда и что будет. Ну, то есть хотелки людей, прекрасно мы их понимаем о том, что каждый хочет какой-то свой любимый юнит ввести в игру. Наверное, уже с вопросом «когда?». Ну, мы их опустим, потому что как только это происходит, это значит, что на самом деле вопросы закончились. То есть, наверное, вот тем, что мы собрались здесь, мы отлично ответили превентивно на будущий вопрос. То есть, зная нарратив того, что здесь происходит сейчас в разработке, люди, ну, я думаю, не будут задавать такие поверхностные вопросы теперь, потому что на них превентивно ответили, даже если не конкретно их имели в виду. Поэтому я, наверное, просто отдельно выражу вам благодарность, что нашли время, вообще не отказали и пришли на данное заседание, на эту пресс-конференцию, назову это так, досудебное разбирательство, почему такая игра, вот почему сейчас так, а когда будет хорошо, мы вроде ответили на вопросы. Вы, вернее, я задал их. Надеюсь, я все, что мог, только задал. Хотелось бы, поздравить вас с наступающим, чтобы все эти невзгоды и вещи, которые там с игрой происходят, быстро закончились, потому что хочется уже играть вот прям в идеальную эталонную игру, но так не бывает. Знаем, что игры строятся не быстро. И, наверное, хотелось бы то, чтобы мы, наверное, через какой-то промежуток точно так же встретились на каком-то вот этапе, да, на отдельном этапе развития игры, чтобы мы точно так же могли задать вам вопросы. Было бы прям отлично. Я хочу поблагодарить игроков. Знаешь, за что? Вот за неравнодушие. Даже вот эти оскорбления или Ну куда без них? эмоциональные реакции, да, на грани там с какими-то истероидными. Я понимаю, почему это, я это понял. Это потому, что людям не все равно. Так, Никита, вам слово. Да, я тоже, во-первых, благодарю игроков за всю поддержку, которую они нам высказывают, оказывают в отзывах в Стиме. Я читаю и позитивные, и негативные отзывы, и негативные, ну вот иногда читаешь, а там у человека наиграно 700 часов, он ставит негативный отзыв, и, ну, ты понимаешь, да, что просто так 700 часов редко в какую игру люди наигрывают. То есть человек выражает свою боль, и эта боль, она понятна, но, к сожалению, не можем мы, ее вот взять и за месяц все проблемы решить просто в силу масштаба проекта и масштаба этих проблем. Но я хочу еще раз заверить, да, всех игроков, что мы не бросили игру. Мы игру никогда не бросим, и мы ее будем доделывать, допиливать, полировать, чтобы как бы experience вот этот игровой, он был максимально позитивный. И чтобы игра ширилась, множилась контентом, чтобы людям было интересно там провести и 1000, и 2000 часов, и может быть даже больше, да. Появлялись новые фракции, новые юниты, новые механики. И чтобы это реально был такой проект, который существует, ну, годами. Мы вот прикладываем максимум усилия как до релиза, так и во время и после релиза. Мы не бросали и не опускались у нас руки. Вот, и спасибо тебе, что позвал нас. Мы рады
прийти, и будем рады прийти в следующий раз, да, если позовешь через какой-то уже промежуток, можно будет какой-то составить, что поменялось, да? Да, мне это вообще Чё-то. интересно, потому что, ну, может быть, вы помните, да, но я с самого начала, с самого первого бета-теста практически с вами, потому что меня эта игра зацепила просто в первый же раз. Прям первый раз, как я ее запустил, потому что запускал ее просто попробовать, а потом внезапно понесло меня. И вот, ну, я рад слышать, и рад, что мы, наверное, до многих донесли самую главную мысль о том, что, ну, игра — это все еще платформа. Она не просто вышла, и про нее забыли, и дальше будут DLC, и, ну, кормятся разработчики, как называется. Это, ну, прямое развитие. Только что сейчас вот 2 часа подряд мы, как бы сказать, убедились в том, что, ну, работа идет просто естественно. Не такая большая скорость над этой работой, потому что, как бы, напоминаем, просто для чата. Это первая игра от студии? По-моему, да. Да, Да, да. да. По-моему, да. Поэтому... Это первая игра, более того, это первая игра для 95% людей, которые над ней работали. То есть они вообще не работали над играми. Я не работал над играми до того, как вот с Серегой вместе мы начали делать этот проект. Вот и более того, что... Ну, я там чуть позже присоединился. Да, я уже с земли заметил, что над Broken Arrow какая-то интересная аудитория. Она тоже новосозданная, она не откуда-то пришла. Есть прям большой процент людей, которые до этого-то Broken Arrow и в подобные игры вообще не играли. И вот это интересный симбиоз вот дедов, я их назову, да, которые такие вот игры подобного жанра играли, и симбиоз людей, которые только пришли и поняли, что это бывает весело. Поэтому, ну, с такой аудиторией это прям подарок судьбы. Так что, наверное, да, наверное, правильно, что критикуют и хотят услышать ответы на вопросы. Я тоже поддерживаю абсолютно, что и их слушать надо, и, ну, критика вообще полезна. Поэтому я вас сюда и пригласил, поэтому мы вам напрямую вопросы и задали. Че, тогда спасибо вам еще раз за то, что пришли, за то, что потратили свое личное время на все эти ответы на вопросы. Давайте тогда встретимся как-нибудь еще. Ну, это пока в обозримом будущем каком-то. Да, все. Обязательно, да. Спасибо тебе. С наступающим. Да, увидимся. И всех вас, и всю команду. Спасибо большое. Все, давайте. Я побежал. Спасибо. Так, друзья, у нас на сегодня все. 2,5 часа практически мы общались. Просто в какой-то момент, наверное, уже можно и 4 часа провести. Но это уже планерка была бы. Это было, не знаете, вопрос-ответ или интервью. Это была бы уже планерка для людей, которые... Ну, превратилось бы все в условия, значит, стрима такого. Задается вопрос, будет ли кама, они скажут, не знаем. А может и будет, а может не будет, а может секреты, да. То есть я считаю, что основной пул вопросов мы задали, какие-то детальные вопросы мы проработали. Спасибо большое вам за участие на этом стриме. Стрим будет доступен в записи. Обязательно свяжитесь, победители, так сказать, розыгрыша внезапного на этом стриме со мной в телеге. Напишите в комментарии, кто забрал 2 ключа игры. Вот обязательно отпишитесь. Мне интересно, кто это сделал. Ну, поздравлю вас отдельно в Телеграме. Что тут еще добавить? Спасибо, что задавали вопросы. В целом, вроде как прошло нормально. Единственное, что я вначале совсем поплыл, потому что не совсем понял, идет ли стрим, и что-то у меня тут немного... Это первый раз такое со стримом, где я вебки выводил и так далее. Он подготовлен-то был заранее, но не так профессионально, как хотелось бы. Вам спасибо. Че, встретимся тогда на просторах Broken Arrow, особенно после патча. Интересно посмотреть. Как сказали еще вот о том, что тех, у кого проблемы с коннектом к игре, в Steam меняйте ветку на другую веточку разработки, как там называется правильно, на русском языке. Короче, меняете в профиле игры на обновление нужное и пробуйте зайти, и говорят, что все пофиксили. Я единственный вопрос... Нет, не единственный вопрос. Я дофига вопросов пропустил в целях, во-первых, некоторые вопросы провокационные, некоторые вопросы уровня «когда», а не «будет ли». И, значит, такие с требованиями я просто пропускал. Вы уж простите меня, но это моя личная инициатива. Я занимаюсь, я модерирую все, что хочу, я задаю вопросы, которые я хочу. Не все я пропустил. Сделайте мне скидку за это. Все, давайте тогда на этом прощаться с вами. Прекрасный был стрим, на мой взгляд. Качественно посидели, хорошо собрались.
Жду вас в Телеграме, потому что в Телеграме у меня еще осталось для вас 2 ключа на Broken Arrow. Я в Телеграме вам обязательно в скором времени разыграю. Также напомню, что у меня в Телеграме весь движ, и еще там розыгрыш идет, где вот итогов будет уже 31 декабря. Жду вас там. Все, господа, спасибо за участие, спасибо за лайки, спасибо за ваши комментарии. Погнали отдыхать. Всем спокойной ночи и пока. Оставлю вас с музыкой ненадолго. Ой, а музыки и не будет, походу.